Да. Спасибо, что пришли. Вечером после работы, я так понимаю. В двух словах о себе. Я последние 10 лет за территорией Украины нахожусь. Из них 8-9 лет я работаю в своих собственных бизнесах, а последние полгода пробую себя в качестве инвестора. И наша модель инвестиций, инвестиционный фонд, называется Сидра. Находится он в Калифорнии. У нас очень небольшое количество денег пока. Мы ориентируемся на их увеличение. Но модель наша отличается практически от всех остальных фондов в той же Калифорнии. Мы даем деньги на очень ранних стадиях развития бизнеса. Мы даем очень маленькие суммы на очень ранних стадиях. Наша максимальная сумма инвестиций $20 000. Для Калифорнии достаточно маленькая сумма. И это первая наша отличительная особенность. Вторая – это то, что мы приглашаем стартапы к нам без традиционного так называемого нетворкинга. Наверное, вы слышали об этом. Для того, чтобы попасть на встречу к инвестору, надо иметь какие-то с этим инвестором предварительно какие-то связи, которые к этому инвестору вас могут привести. Мы это дело решили исключить, и прямо на сайте у нас разместили кнопку Schedule, где можно нажать на эту кнопку, заполнить форму и получить интервью с нами вот в таком режиме. Нас не нужно знать для этого, нужно просто получить интервью. Это вторая наша отличительная особенность. Третья в том, что мы даем деньги в конце интервью. То есть мы проводим интервью, которое занимает приблизительно 1 час обычно, и в конце этого интервью мы выдаем людям деньги. Либо не выдаем. И, в большинстве случаев, естественно, мы не выдаем, но если мы не выдаем, мы честно объясняем, почему мы деньги не выдаем. Мы объясняем причины, приводим доводы какие-то, объясняем, почему в данной ситуации мы, как инвесторы, не хотим, либо стартап работать не будет, либо эта идея нам не нравится, но мы даем честный ответ. Либо выдаем деньги, и человек уходит от нас там, с чеком или с деньгами. Мы пока сделали только 2 инвестиции, провели 32 интервью. То есть вот такая наша статистика. И за какой процент зависит, но в основном это там не процент, если вы слышали, такая модель Convertible Notes, когда мы даем деньги, но не получаем сразу процент, а нам обещают процент от имущества, от equity. И мы обычно речь идет о 0,5%, 1%, то есть очень небольшой процент берем, но мы небольшие деньги. То есть это наша вторая отличительная особенность, что мы сразу делаем такие instant, мгновенные инвестиции, которые тоже, на мой взгляд, в Калифорнии, насколько я знаю, делают совсем немного. И третья, вернее, четвертая отличительная наша черта в том, что мы это интервью записываем на видео и выкладываем на YouTube. То есть интервью со стартапом, интервью, все вопросы, которые мы задаем, все ответы, которые получаем, весь целиком этот час интервью, мы делаем из него нарезку, делаем такой 10-минутный ролик и выкладываем его на YouTube. Вот такая у нас модель. Мы делаем публичную эту информацию, и это, в общем-то, привлекает стартапов к нам, и они к нам идут, и мы пока уже провели эти 32 года. Это вступление, я рассказываю о моем опыте как инвестора. И я сегодня решил вам показать, сделать такое, я прошелся по этим всем интервью и отобрал несколько типичных ошибок, которые делают стартапы, почему я им не даю денег. То есть мы сейчас обсудим ситуации, в которых я говорю нет. И я объясню, почему я в каждом случае сказал нет. Я приведу пример на примерах этих стартапов. Я думаю, это будет, мне кажется, будет интересно. Мы, по крайней мере, так поговорим. У меня всего 13 примеров, и мы по одному пойдем. Да, первая проблема, первая типичная ситуация, типичная ошибка, с которой я сталкиваюсь, это люди не создают стартапы, при этом не будучи технически грамотными в той области, в том продукте или в том, что они делают. Приведу пример. Был один парень, который пришел на интервью, и они сделали, он сам в Калифорнии, у него команда, какая-то группа где-то в Санкт-Петербурге, и он говорит, мы делаем устройство, которое вешают на стену, и мы даем ему команды голосовые, а он нам в ответ дает такой большой у него экран на этом устройстве, и он там рисует. Мы ему, допустим, говорим, скажи, какая сейчас погода, и он нам визуально эту картинку показывает. Мы ему говорим там, включи свет, он включает свет, мы ему говорим, включи какую-то музыку, он ее включает. То есть таких устройств много, на самом деле, насколько я знаю, умный дом, но они добавили туда большой экран. Он в форме часов, вот так, вот такая идея. Он в форме часов, которые мы вешаем на стену, он выглядит как часы и показывает нам информацию. У них уже это устройство вроде бы есть, он мне показывает какие-то фотографии, хотя само устройство не принес. Дайте мне денег. Я ему говорю, ну хорошо, а какой у вас модель этот экран? Вот, где вы его берете, как он называется? Он говорит, я не знаю. Хорошо, а какой у вас софт там внутри? Как это написано? На какой платформе? Там, наверное, Arduino какая-то или там, что там внутри? Я не знаю. Я спрошу у своих программистов, а где вы покупаете этот экран? Ну, я не знаю, у меня там занимается этот человек.
То есть в этой ситуации я говорю однозначно нет, потому что я понимаю, я ему сказал нет, я объяснил почему. Я говорю, что если ты не знаешь, то пойди с тем, кто знает. Или просто узнай. То есть давать человеку деньги, если он не в курсе технических подробностей, если он не в курсе того, как это технически работает, для меня это было однозначно нет. Вот такой был случай, который мы ему деньги ему не дали. И это было достаточно смешно на самом деле. Потому что когда я задавал эти вопросы, в ответ получал на большинство вопросов технических были ответы, я не знаю. И это я встречал не один раз. Я видел это не раз, когда организуют стартап люди, которые не техники, и подбирают под себя техническую команду, при этом не пытаясь стать техником, не пытаясь разобраться в том, как это работает, не пытаясь... Я понимаю, что это трудно, я понимаю, что люди не все техники, а многие просто предприниматели, но в данном случае, как инвестору мне, я не знаю, не могу сказать о всех инвесторах, но мне как инвестору это для меня большой минус. Если верхушка компании, если главный человек в стартапе не является автором технического решения. Это он должен быть тогда очень большие скиллзы как предприниматель, он должен очень хорошо, например, уметь привлекать деньги или очень хорошо делать маркетинг, если он не разбирается в том, в своем продукте. Вот такой первый случай, который... Есть вопрос по этой ситуации? Фонд называется Seed Ramp. Seed 4 буквы, S-E-E-D, второе слово Ramp, R-A-M-P. Вторая ситуация, которая была, это был парень из Индии. Они делают систему у них уже работающая система, которая позволяет внутри супермаркетов находить магазины. То есть я захожу в супермаркет в огромный, в котором там сотни магазинов, и это там какая-то карта висит на входе. Мне не очень удобно. Я открываю приложение, и в этом приложении мне приложение подсказывает, как мне пройти по этому супермаркету. И более того, в этом приложении можно находить товар. То есть я нахожу там какой-то там кроссовки Nike, мне показывают, они там, там и там. Я могу по этой карте пройти. То есть такой помощник для шопера, помощник для того, кто делает шопинг по дороге в супермаркет. Все прекрасно, но фокус этого стартапа был на индийский рынок. А это нет таких магазинов. Где? В Индии? Я был, там нет таких магазинов, там все маленькие. Ну, он представлял это вот именно так. Он называется Shop Out, через Z. Да, такое название смешное. И он так рассказывал. Он говорил, что у них есть такие большие моллы, в которых люди ходят, и он с этой картой ходит. И он говорит, у нас уже есть контракты с какими-то шопами, у нас есть контракты с какими-то моллами, в которых у нас уже что-то подписано. То есть они нам уже будут платить какие-то комиссии, если человек эти кроссовки Nike купил, если он пошел по моему приложению, купил, и получается у нас комиссия. И все это на индийский рынок. Опять же, мы находимся, это вторая проблема, которую я вижу. Я ее вижу не один раз. У меня был другой пример, когда люди приходят, у них уже есть какое-то решение, какой-то продукт с успешным внедрением, например, в Украине или в России. И они говорят, вот другой пример, он здесь не в списке, но тоже похожий. Ребята сделали устройство электронное, тоже для какой-то автоматизации дома. Пришли с ними, говорят, у нас уже подписаны контракты на Украине, у нас уже 100 клиентов, которые у нас хотят купить устройство, нам только нужно его закончить, мы его продадим, а потом у нас будет успех, и мы пойдем на американский рынок. Вот эта идея перехода из одного рынка в другой, мне как инвестору, она кажется очень, очень рискованной, и, на мой взгляд, она не сработает. То есть я деньги в таком случае не дал, вот в двух случаях, и не буду продолжать давать. Потому что, на мой взгляд, успех на одном рынке совершенно не гарантирует успех на другом. Если они успешно прошли в своей Индии, там с кем-то договорились, у них получилось что-то внедрить, у них получилось сделать какой-то маркетинг, это совершенно не говорит о том, что у них такой же точно трекшн получится, трекшн, то есть результат от рынка, такой же точно успех или неуспех получится на американском рынке. А нас интересует, как инвесторов, интересует американский рынок в первую очередь, потому что он самый большой, он самый интересный. Мы находимся в Америке, он нам интереснее всего. Мы не понимаем индийский рынок, я не понимаю российский рынок. В этих рынках значительно больше коррупции и политики, чем в более здоровых рынках Америки и Европы. Поэтому мне влазить в стартап, который получил какой-то успех в Европе на рынке, в Индии на рынке полном коррупции, надеяться, что эти же люди получат тот же результат на рынке Америки, скорее всего, нет. Поэтому я в таких случаях отказываю этому парню. Я сказал, у вас, наверное, хороший стартап, наверное, у вас будет получаться, но не со мной. Я сказал ему нет. И этим ребятам, еще вот эти ребята, которые из Киева были, тоже им отказали. И был еще парень из Москвы, они делают тоже, у них был успешный проект уже в Москве, там, с несколькими тысячами юзеров с мобильным приложением, десятков тысяч юзеров,
с оборотом, им уже платят, у них там несколько десятков тысяч долларов в месяц оборот, но они просили значительно большие деньги, и они хотели все это взять вот так вот в коробке, перенести в Америку и получить то же самое. На мой взгляд, это просто работать не будет. Ну, я вижу большие риски, и мне как инвестору это очень опасно. Можно вопрос? Да. Говорят, нужно начинать с маленького рынка, тест в случае на каком-то маленьком рынке. Америка это большой рынок. Ну вот я бы так не говорил, я бы такого совета не давал, начиная с маленького рынка. Потому что это как, ну, я не знаю, давайте протестируем мышеловку сначала на кошках. Если ловит, то пойдем на мыши. Ну, оно разное просто. Поэтому, получив успех это другая реклама, это другой продукт, он по-другому выглядит, он по-другому получает пользователей. Пользователи по-другому, их зовут по-другому, они говорят на другом языке. Ну, это все может быть по-другому. И тот же самый, я не знаю, продавать кофе одним способом можно в Украине, и совершенно другим способом будем продавать его в Америке. Поэтому я бы не тестировал на маленьком рынке. Можно тестировать в Америке, но в маленьком, допустим, даже вот так сказать, даже тестирование в одном городе в Америке это уже другое, чем тестирование на national рынке, на национальном рынке. Поэтому я бы всегда шел на конечный рынок, который нам интересен. Если нам интересен рынок Америки, давайте с него сразу и стартовать. Как бы это трудно ни казалось. Но мне как инвестору, люди, которые пришли ко мне и сказали, у нас получился успех на рынке локального там, Киева, например, теперь у нас будет то же самое в Сан-Франциско, скорее всего, не будет. То есть я ему отказал и буду так же. Да. Можно запускать, например, продукт, например, на американском рынке, на европейском рынке и на азиатском рынке одновременно? Или это три, получается, разных и запуска разных? Я бы такого не делал. Это три разных рынка. Начиная с Америки и двигаясь. Я бы делал Америку сначала, да. Америка и Европа уже два совершенно разных рынка. В Европе даже разные страны это разные рынки. У меня есть пример крупной компании, которые получили большой успех на голландском рынке и попытались скопировать это на рынок Германии. У них ничего не получилось. Они потратили несколько миллионов долларов, но это был большой рынок. И закрыли все, и остались на голландском рынке. Разный менталитет у людей, разный язык. Ну, что-то такое может здесь случиться. Вообще, в принципе, стартап это казино в большинстве своем. Стартап это рулетка. Большинство стартапов проваливается, мы это прекрасно знаем. 90%, а то есть 95% это не успех. Мы это должны понимать, и стартапы должны это понимать, и инвесторы должны понимать. И вы, когда стартуете новый какой-то бизнес, вы должны понимать, что, скорее всего, он у вас не получится. Несмотря на все ваши желания, несмотря на всю вашу мотивацию, скорее всего, ваш результат будет нулевой. И вы должны стараться этот нулевой результат как можно раньше увидеть. Такой нужен менталитет у стартапа. Стартап не должен упираться в этот бизнес и тащить его максимально. Слишком громко, да? Не, говорят, будет не слышно вообще. Да? Давайте еще немножко уберем. Так, лучше, да? То есть, чего я говорил? Про fail fast. Да, есть такой вообще принцип fail fast, если, может, кто-то слышал об этом. О том, что в принципе, если вы ожидаете поражения, то лучше это поражение получить как можно раньше. И не тратить время и деньги инвестора на то, чтобы это поражение раздуть в большие масштабы. То есть стартапер, в моем понимании, он должен делать стартап за стартапом. Он начал его, у него не получилось, он быстрее его бросает и стартует что-то новое. И пытается. Потому что в какой-то момент у вас получится, тогда это будет такой эффект взлета, и это превратится в большой бизнес. Как понять, где эта точка? Успешный, неуспешный? Я бы старался эту точку притянуть как можно ближе к старту. То есть, чем раньше вы, возможно, ставьте какие-то себе ориентиры. То есть, начинаете строить какой-то бизнес и решайте, что если мы получим 1000 юзеров в ближайшие 3 месяца, значит, у нас есть шанс, и мы тогда идем дальше и продолжаем и настаиваем. Если мы не получаем даже 1000 юзеров, значит, мы просто не идем дальше. У нас не получилось, и мы стартуем что-то новое. Мы не относимся к этому как к провалу всей нашей жизни. Так должно, на мой взгляд, так стартапы должны работать. И мы именно так фонды создаем. Приходят к нам люди, мы даем им немножко денег, пусть они еще немножко поработают, но мы им сразу говорим, что, ребята, вы понимаете, что вероятность вашего провала высока, и чем быстрее вы ее обнаружите, тем раньше вы начнете делать то, что вам, скорее всего, принесет результат. Поэтому, на мой взгляд, все эти мантры стартапов о том, что надо идти до конца и не бросать, это на самом деле, на мой взгляд, это ошибка. Это в первую очередь вытягивает соки из инвестора бесполезно, а во-вторых, это противоречит идее бизнеса. Стартапы это вот я подхожу к третьей проблеме, которую я вижу, третий отказ, который был. Люди очень часто воспринимают, не понимают идею стартапа и воспринимают его как традиционный бизнес, как открытие ресторана, например, на улице Владимирской. Ресторан на улице Владимирской и стартап в Калифорнии – это разные совершенно по своей модели бизнеса. Ресторан ориентирован на прибыль.
Ресторан ориентирован на ежедневную, ежемесячную получение прибыли. Стартап ориентирован на быстрый взлет его value, его стоимости. Он либо он сегодня стоит 20 тысяч, завтра он стоит 200, через месяц он стоит 2 миллиона, он стоит 20 миллионов. Либо этого не происходит, два варианта. Но делать из него вот такой плавный горизонтальный рост, это значит его погубить. Это значит превратить его в ресторан на улице Владимирской. И в этом случае инвесторам это не нужно. Инвесторы против такой модели, такого вот ровного, спокойного развития. Инвесторы хотят стремительный взлет, либо закрытие стартапа. Ну вот пример такой. У меня был бизнес, значит, бизнес такой. В Калифорнии ребята делают куки, пирожки. И делали интернет-магазин, где человек может зайти, заказать этот пирожок, там какой-то определенной формы, определенном цвете, написать адрес куда, они его заворачивают и посылают как подарок. Это такой у нас стартап. Дайте нам деньги, мы испечем больше пирожков. Мы за ваши деньги купим еще одну печку. У нас будет 2 печки, она будет мощнее, мы будем больше продавать, мы купим еще рекламу немножко, и у нас будет больше продаваться этих пирожков. У нас уже они продаются. У нас уже есть клиенты, мы уже работаем там, 4 месяца или 5, у нас уже оборот, у нас платят нам деньги, там несколько тысяч долларов там, то ли в неделю, то ли в месяц. То есть все у нас хорошо, мы доказали жизнеспособность нашей модели, дайте нам еще денег. Естественно, я никаких денег не дал, потому что это не стартап. То есть здесь нет никакой инновации, здесь нет никакого стремительного взлета в будущем. На рынке большая конкуренция, они не придумали продавать пирожки, они не придумали эти пирожки, они не придумали интернет-коммерцию. Если бы это был 96-й год, то да, я бы сказал, никто не продает в онлайне пирожки, все пирожки продают на улице. Это первое решение такое, а значит есть шанс, что они будут продавать 1 000 000 пирожков через месяц. И тогда их стоимость вырастет до 50 миллионов долларов. Но это не так. Они ничего не придумали, они лишь построили бизнес совершенно стандартной бизнес-модели, как строятся все стандартные бизнесы, вот я же говорю, ресторан на улице Владимирской. Мне, как инвестору, это не интересно. Я им сказал, у меня нет никаких сомнений в том, что вы, ребята, будете эти пирожки продавать и заработаете себе на жизнь. Да, я это вижу, вы уже зарабатываете, пройдет еще немножко времени, у вас будет там 1000 пирожков в неделю, вы купите себе хорошую машину. Но мне, как инвестору, это совершенно не нужно, потому что я вам дам сейчас свои 20 тысяч, у вас со стоимостью, вы мне за 20 тысяч дадите 2% вашего стартапа. Ну, мы примерно оцениваем стартап примерно в $1 миллион. Он будет стоить 2 миллиона через 3 года. Может быть, если будет стоить. Но, скорее всего, стоимость останется та же. Только, даже при росте этого оборота, эта стоимость будет плавно расти. Мне этот плавный рост не интересен. Мне же интересно из моих 20 тысяч сделать 200 в течение года или 2. А 200 такого прыжка не будет. И стартапы должны подходить, на мой взгляд, должны подходить к стартапу своему, как именно временному явлению. Как что-то, что должно выстрелить. И, скорее всего, оно не выстрелит. Нужно это понимать. Скорее всего, этого не произойдет. И надо понимать, что будет следующим этапом, на что мы пойдем дальше, что мы попробуем еще. То есть биться в одну точку, и есть большой риск, что если мы будем биться в одну точку, мы превратим наш стартап просто в money-making machine. То есть это будет машина, которая делает деньги нам, как фаундерам, на проживание. Но это инвестору это не интересно. Да и вам тоже не интересно, потому что те деньги, которые может сделать вам времени, это копейки по сравнению с тем, что вы можете сделать, продав ваш стартап дальше и продав ваш капитал стартапа. Потому что у большинства стартапов, мы знаем, которые в IT, в хай-теке, у них же ревеню почти большинства из них нет. То есть они никакой прибыли не получают. Ну и другой пример из этой же области. Парень приходил, у него модель такая. У нас есть группа консалтеров, группа инженеров, мы будем приходить на заводы и делать им решения софтверные и хардверные вместе. Они будут раздавать такие устройства своим рабочим, которые там строят чего-то. И они будут ходить с этими не с устройствами, а с мобильными телефонами, и там будет приложение, которое ему по ходу движения по заводу будет подсказывать, что ему дальше делать. Есть некий технологический процесс, который у них там сложный. И вот они в этот телефон будут описывать этот процесс, и сотрудник рабочий какой-то в каске, он будет подходить к какому-то большому агрегату и на приложении видеть, какие действия нужно совершить. То есть это такие будут кастомные такие проекты. То есть он будет приходить на один завод, они ему будут там полгода описывать свой технологический процесс, потом он будет нанимать 15 программистов, они будут создавать это приложение вместе с каким-то сервером и продавать его там за 300 тысяч долларов этому заводу. Он говорит, у меня уже подписано 2 контракта. То есть мы уже будем это делать. Давай ты станешь инвестором. Я ему говорю, это не стартап, это консалтинговый бизнес, в котором я не вижу себя как инвестора. Почему он должен сегодня стоить 1 миллион, а завтра 50 миллионов? Вы получите 500 контрактов за год? Нет.
Вы же ничего не изобрели такого нового. У вас, если бы была возможность получить из 2 контрактов 500, это у вас должно быть какой-то ноу-хау, у вас должно быть то, чего конкуренты сделать не могут. А вы просто консалтинг, у вас просто инженеры в штате, хорошие инженеры, пускай. Но это просто традиционный подход к бизнесу. Вы никого не, у вас нет никакого потенциала на стремительный взлет. Поэтому в таком случае мы не инвестируем. Вот такая проблема. Номер 3 или 4. Есть вопросы? Нет, идем дальше. Следующая ситуация была такая. Пришел парень, который, кстати, он, по-моему, из Украины или из России, русскоговорящий. Они делают такую систему, которая, что такое биткоины, знаете, да? Там блокчейн эти. Идея в том, что когда человек приходит в страховую компанию в Америке, он подписан какой-то договор со страховой, допустим, страхует машину. И при страховке машины он должен каким-то образом подтвердить факт своего согласия с договором. Я, может, не точно сейчас записываю, но он должен согласиться с тем, что он там принимает условия какой-то цены, там что-то такое. И они ему могут послать договор, допустим, в электронном виде на приложение там какое-то, или как-то так, прислать этот договор. И он там нажмет какую-то кнопку, да, я согласен. Но проблема в том, что потом в суде нельзя доказать, нажимал он кнопку или нет. Ну, как-то так. Он скажет, я не нажимал, а те скажут, я нажимал, они придут в суд, и эти ребята из страховой компании покажут свои сервера, логи, допустим, из сервера. Да? Вот у нас написано, что этот человек с такого-то IP-адреса нажал, а он скажет, я не нажимал. Ваши эти логи, они в суде, это же ваши логи, это не мои логи. Доказать бы трудно. Что эти ребята предлагают? Они говорят, а мы сделаем так, мы возьмем этот вот факт подписания и как-то его закриптуем и положим в блокчейн. То есть биткоин, вы знаете, что такое? Распределенная база, так сказать, знаний, которые принадлежат человечеству, которые долить больше нельзя. Вот они там чего-то возьмут, закриптуют, создадут какую-то там 16-ричную какую-то цифру большую и в этот блокчейн опубликуют. И она будет навсегда. Потом мы придем в суд и в суде покажем. Смотрите, вот у нас алгоритм, который, значит, это все делает, и он такого-то числа, там, 2 года назад действительно закриптовал. Давайте пойдем в блокчейн и там найдем эту цифру. Видите, она там лежит. Значит, это случилось. Значит, действительно такая транзакция была. Хорошая идея. Наверное, хорошая. Есть такое уже. Такого еще нет. Он в этом деле, вроде как, что-то новое предлагает. Хотя есть какие-то движения в этом направлении. Но точно такого нет. Интересно? Интересно. Я спрашиваю, на каком вы этапе находитесь? Что вы уже сделали? У нас есть софт, который вот это делает. Там нажал чего-то, он закриптовал, положил. Размер этого софта, там его, за неделю его напишет там программист. То есть это не сложно, не какой-то это не rocket science, там ничего такого суперсложного нет, потому что он использует биткоиновскую технологию существующую, просто оборачивает ее в мобильное приложение, там 2 кнопки и все, там ничего такого особо сложного нет. Я спрашиваю, хорошо, а кто ваши клиенты? Как мы будем дальше, как это будет внедряться? Наши клиенты это большие страховые компании. А у вас есть с ними договора, вы с ними разговаривали, они знают про вас? Нет, пока нет. Вот вы нам дадите деньги, и мы пойдем к ним и поговорим с ними. Проблема здесь в чем заключается? Почему я не дал деньги? Потому что они сделали вот столько, так сказать, есть общая проблема, которую они пытаются решить. Страховые компании не имеют такого решения. В этой проблеме есть 99%. Это уговорить страховые компании, 1% написать в софт. Они начали с 1%. Они сделали самое простое, что можно было сделать. Пришли ко мне и говорят, а теперь мы сделаем 99% вместе. То есть они хотят деньги под самый большой, под самый рисковый шаг этого проекта, под огромный риск. Потому что, я еще раз говорю, они сделали очень мало, а очень много осталось не сделано. И такие ситуации не единоразовые. Я это вижу довольно часто, когда приходят к инвестору и пытаются взять деньги, при этом показывая очень небольшой прогресс. Я ему так и объяснил, что вероятность вашего провала на вот этом контакте со страховыми компаниями, она огромна. Скорее всего, они с вами говорить не будут. Скорее всего, у вас не получится их уговорить. Скорее всего, они возьмут кого-то другого. Они могут закодить это сами. Они могут заимплементировать этот софт самостоятельно. Это огромные корпорации, которые не идут на контакт так легко с просто группой программистов. А их там 2 программиста или что-то вот такое. То есть, если бы вы уже пошли в эти страховые компании, поговорили с ними, пришли бы ко мне и сказали, вы знаете, у нас ведут переговоры вот с этими 3 компаниями. Вот их имена. Там вот CTO, там вице-президент, там такой-то. Они пока отказались, они пока не согласны, они пока с нами разговаривают. Мы с ними разговариваем. Дайте нам денег, нам на бензин не хватает. Доехать до этих. Это нормально, это лучше. То есть я понимаю, что вы решаете главную проблему.
А когда вы пришли и рассказываете мне, что мы сейчас, вот я у них спрашиваю, зачем вам деньги, что вы будете с ними делать? Ну, мы потратим часть на доработку нашего софта, еще часть там на его... Я им говорю, не надо ваш софт дорабатывать, софт и дурак напишет. Вы должны работать над внедрением вашего решения, а не над созданием вашего софта. А это, естественно, людям не хочется делать. Это наиболее трудная, наиболее тяжелая, наиболее рисковая часть. Поэтому они стараются ее, инстинктивно стараются ее отложить на потом. Ну и приходят за инвестициями, которые им помогут просто прожить еще какое-то время, занимаясь легкой частью, занимаясь созданием продукта. Разработка. Это не единственный пример, тоже второй пример такой похожий. Сделали ребята приложение мобильное, которое должно, это было довольно давно интервью, которое должно помогать людям вырабатывать какие-то определенные привычки. Допустим, человек хочет там по утрам бегать. И он в этом приложении должен, значит, например, каждое утро отмечать, пробежал, не пробежал. Ну, такой вот, я не точно сейчас описываю, но примерно такая идея. То есть он должен зайти в это приложение и там с утра поставить, пробежал. На утро это приложение опять ему пишет. Ты пробежал, он, значит, должен опять нажать пробежал. И такая рутинная операция, которую будет выполнять, приложение заставляет выполнять, по идее, выработать у него привычку. Ну, как-то так. Опять же вопрос, что мы уже сделали? Мы написали приложение. Оно работает? Да, оно классно работает, вот еще немножко нужно доделать, немножко дописать, и вот мы... А вы его пытались внедрить? Вы пытались его выложить на App Store? Нет. А вы пытались это показать юзерам? Ну вот сейчас вот мы покажем. Вот вы сейчас нам дадите деньги, и мы купим загрузки. И тогда мы пойдем в рынок, и тогда мы покажем это юзерам. Опять же, они сделали самую простую часть. Сейчас все могут написать мобильное приложение. Для этого не надо быть... Это не так сложно. Это не 2007 год, когда эти приложения только появляются. Сейчас мобильные приложения пишут все. И они вместо того, чтобы сначала что-нибудь сделать там за полчаса, за полдня, и выкинуть это на App Store, и начать получать оттуда трекшн какой-то. Вместо этого они занимаются только разработкой приложений. И пришли за деньгами ко мне тоже, чтобы продолжать новые, там, дорабатывать какие-то фичи. Это не нужно, это просто. Это не то, на что... Это показывает мне, что люди не понимают баланс сил, не понимают, что важно в этом бизнесе, а что менее важно. Ну, естественно, я денег не дал. И посоветовал им обратиться сначала к рынку, получить от рынка какой-то фидбэк, сделать ту сложную часть, которую они пока не сделали. Ну, такой пример. А есть другой пример, положительный, в котором я хотел дать денег, просто там ребята не взяли, но мое желание было проинвестировать. Там была другая ситуация. Они пришли ко мне и говорят, у нас уже есть загрузки, у нас уже там куча лайков на этом App Store, у нас уже много юзеров, у нас уже люди пишут нам и читают нам и так далее. И нам деньги, в общем-то, ну, он сказал, нам просто деньги не нужны. То есть он такое интервью было смешное, да, он пришел, рассказал, я послушал, сказал, ну, мне нравится, давайте я вам деньги, он сказал, а мне деньги не нужны. Да, это вот такая реальная история, одно из первых наших интервью. Но ситуация была именно такая, что он пришел с результатом от рынка. Пускай, ну, там был большой результат, хороший результат, он, конечно, был не космический, там были не миллионы там загрузок, там, я не знаю, в месяц, но были там 500 загрузок в день у него было. Каждый день его 500 раз грузили, это довольно неплохо. То есть он сам программист, он сделал приложение, он сказал, там, он записал за месяц, потом выложил его на App Store, и там стали получаться юзеры, и он под них сейчас дописывает, и ему сейчас, наверное, там нужны деньги под что-то, может нужны, может не нужны, но в общем он идет от рынка, он идет от наиболее сложной проблемы. То есть всегда, на мой взгляд, стартап должен решать сначала наиболее тяжелую, наиболее сложную проблему, а не наиболее легкую. Создание продукта в большинстве случаев это легкая задача. Если только мы не создаем какой-то ноу-хау, если только мы не разрабатываем то, чего ни у кого нет, тогда, конечно, это самое трудное. Приведу, например, другой пример, в котором ситуация наоборот. Пришел парень ко мне и говорит, мы хотим сделать приложение, которое будет, что он там такое вложил, которое будет, точно не помню бизнес-задачу, но, в общем, ты ему там говоришь чего-то текстом английским, а оно тебе отвечает. Такой искусственный интеллект. Вот оно будет, ты ему говоришь, он отвечает, и какую-то там задачу будет решать. И он говорит, у меня уже есть, значит, куда это внедрить, я уже там поговорил с теми, они будут это использовать, все будет замечательно. Я говорю, а работает там само? Искусственный интеллект работает? Не, ну вот мы возьмем сейчас деньги и напишем. Опять ситуация наоборот, вы понимаете, да? Он сделал самое простое, он пошел и пообещал, ребята, я вам продам искусственный интеллект. Я сказал, конечно, мы у тебя купим, нет проблем. Мы тебе сейчас контракт подпишем. Он приходит ко мне и говорит, теперь ты мне дай деньги, и мы это дело разработаем. Но вы, скорее всего, не разработаете. Это как сейчас прийти и сказать, я сделаю систему лучше, чем Linux. Она будет более стабильная, она будет лучше, она будет быстрее. Ну как, пойдет? Конечно, пойдет. Мы сейчас подпишем 50 контрактов со всеми, кто у нас ее купит, но только мы ее не сделаем. То есть надо начинать с более сложной задачи. В этой ситуации более сложной это создание этого искусственного интеллекта.
Я ему так и ответил, тоже не дал ему денег, сказал, что ну вы создайте сначала интеллект, дайте я на него попробую, дайте я напишу ему там пару слов, он мне ответит, ну, хотя бы. И тогда я пойму, что да, действительно вы решили суперзадачу, создание там, какой-то машины, которая умеет отвечать на вопросы. А они пошли со стороны рынка, ну, естественно, выбрали легкую часть, пойти на обещать всем. То есть суммируя, хочу сказать, что нужно начинать с того момента, с той области бизнеса, которая сложнее. Так, идем дальше. Тут вопросы есть? Нет? Идем дальше. Следующая ситуация, в которой тоже не дали деньги, и она достаточно типична, это когда люди либо изначально по ошибке, либо по ходу пьесы, но стартап начинает превращаться стартап начинает развозить в сторону. Они начали с чего-то одного, у них немножко не получилось, какая-то фича, какой-то функционал, допустим, я в этом примере, или начали с него. Но, в общем, в итоге, когда они ко мне приходят, это выглядит так. У нас продукт, который умеет это и еще вот это. То есть мы делаем так много, потому что вот оно может уметь разные вещи, а еще по ходу оно вот и такой функционал имеет. В основном это делается, так я вижу по ситуации, в основном это люди делают в ответ на реакцию рынка. Он сделал что-то, какое-то решение, попытался это внедрить, попытался это выложить на рынок. Рынок ему дал какой-то ответ, сказал, вот мне такое не нужно, мне нужно нечто другое. Он вместо того, чтобы закрыть этот стартап, вытянуть, начать новый, он вместо этого к этому существующему прилепил еще функционал. Потому что, там же есть клиенты это хотят. Клиенты хотят, клиенты с деньгами, они готовы ему платить, и поэтому он принимает решение, или он, или группа людей, принимает решение, что мы к этому функционалу прилепим еще какой-то функционал, который сделает продукт лучше. В итоге, потом еще какой-то. В итоге, когда они ко мне приходят, вот это был пример, ребята делали следующее. В их случае это, может быть, не совсем было так, не совсем они лепили одно к другому, но когда они пришли, то я вам сейчас расскажу, о чем идет речь. Значит, идея такая. Это сайт, на который мы заходим, сайт, мобильное приложение. Мы заходим туда и заказываем там себе еду органическую, какую-то высококачественную, просто качественную. В Америке с этим они очень это любят. И мы указываем, подписываем, даем нам кредитную карточку и говорим наш адрес, и они начинают нам привозить эту еду каждый день. Только разная, каждый день она разная, там эти коробки вот эти вот, пластик. Приезжают ко мне, допустим, я в офисе сижу или дома, и ко мне на каждый обед ко мне приезжают там эти коробки в определенных вариациях. Там она такая, я ее вставлю там в микроволновку, она разогревается, и я вот это ем. Вот такая идея. Вопрос, что они делают? У меня вопрос, как это будет, какое количество задач выполняет этот стартап? Во-первых, нужно найти покупателя. Потом нужно эту еду сделать, они ее сами делают. То есть реально у них повар, и они заворачивают эти коробки в еду. Потом нужно эту еду доставлять, нужна доставка. Они эту доставку делают тоже сами. Потом нужно с этой едой нужно это все делать в онлайне, чтобы это был какой-то магазин, в котором люди могли выбирать. То есть нужно еще и какое-то веб-решение сделать. Они тоже это программируют. Плюс еще нужно мобильное приложение, которое тоже нужно создать, в котором люди будут это выбирать. То есть они покрывают все, что весь спектр от начала до конца покрывают самостоятельно. При этом они не позиционируют себя как что-то огромное. Они фактически заменяют собой и службу доставки, они заменяют собой и поваров, они заменяют собой и онлайн покупку, и процессинг этих карточек. То есть, делают большое количество функционала, которое они не ориентируются потянуть. Они не позиционируют себя как 100 миллионов долларов компания. Они компания маленькая, они думают, что они говорят, у нас уже там есть 17 клиентов. Вот у нас 17 клиентов, которые у нас это покупают. А какая у вас задача? Они говорят, у нас там будет 200 клиентов через полгода, потом там будет 600 клиентов через полгода. То есть вот такие цифры. То есть они не ставят себе задачу иметь 600 тысяч клиентов через год. Они в такой масштаб не смотрят. А я им объяснил, что вы должны, на мой взгляд, вы должны этот бизнес поделить на куски и выбрать какой-то один кусок. Допустим, доставку вы должны убрать, приготовление этой еды должны убрать. Оставить, например, только веб-систему, на которой человек заходит, заказывает, а вы интегрируете всех остальных вместе. Тогда это есть шанс из этого сделать что-то большое.
Потому что если вы будете закрывать много бизнес-областей, много делать одновременно, то, скорее всего, у вас не получится, потому что вы конкурируете сразу с большим количеством компаний. И входите в тот рынок, который вам крупнее, больше по величине, чем вы можете потянуть. Вот люди часто делают, могу привести еще другой пример, тоже из этой же проблемы, когда делал человек, такой стартап вот был, делал он устройство достаточно интересное. Первый шаг у него был интересный. Они сделали такое устройство физически, девайс такой, который подключается к телевизору, как-то так. Нет, устройство такое маленькое, коробка, из которой торчит камера, не камера, а проектор, который мы ставим на стул, и он на белую стену может показывать там чего-то. И он подключается, у него GPRS-карточка. Как-то так. И они это устройство отсылают в Индию, в территории, где нет ни интернета, где нет ничего, в школы. То есть в школы нет ни денег, ничего. Они как-то это устройство там стоит там, типа $100, они вот это устройство продают в эти школы, и школы там его ставят на стену проектор, и дальше подключаются к какому-то сервису, где можно смотреть, детям показывать какие-то слайды, что такое. То есть они решают проблему недостатка в школах оборудования, интернета, еще чего-то. Вот какое-то такое было решение. Я, опять же, детали точно не помню. Какое устройство они сделали сами. То есть они сделали коробку, они сделали там внутренности, они сделали этот проектор, плюс добавили к этому какой-то софт на своей стороне, и начали это все в Индию продавать. Оно не пошло. По каким-то причинам. То ли это не надо в Индии, то ли это, в общем, не пошло. И они оставили это устройство как-то и начали к этому всему делу лепить систему, где они в онлайне помогают американским школам переговаривать, создали какую-то чат-систему в онлайне, где американские школы в чатах разговаривают с индийскими школами. Но оно, это как бы следующий шаг, да, должен быть другой стартап. Причем здесь это устройство к этим чатам, это одно к другому не связано никак. Но все равно это все продолжается один стартап. И он, рассказывая мне об этом, он принес это устройство мне показать. Показывает мне это устройство, рассказывает о нем, потом переходит на эти чаты. И я спрашиваю, как это связано одно с другим? Ну, вот это связано, вот мы там делали, а теперь мы делаем это. То есть они покрывают много слишком. Я к чему это веду? Какая моя мысль? В том, что стартап должен делать, на мой взгляд, что-то одно. Одна простая идея. Если он делает две и больше, то, скорее всего, здесь какая-то проблема. Либо эти создатели стартапа не понимают, куда идти, либо они сильно расфокусированы по каким-то другим причинам, либо они просто гонятся за деньгами текущими. То есть у них не хватает денег там, на проживание, на оплату серверов, и поэтому они вынуждены запускать какие-то параллельные потоки со своим основным бизнесом, для того, чтобы заработать деньги. Это в итоге убивает стартап, на мой взгляд. Лучше убить его совсем и стартовать что-то новое, чем лепить к нему вот эти вот аппендиксы, которые будут помогать ему выживать. Опять же, возвращаясь к мысли о том, что стартап должен умереть как можно скорее. Таким образом, он даст вам, в первую очередь, шансы создать что-то новое, что имеет шансы выжить. А если мы будем его тянуть, то он просто занимает время. Занимает время и создателя этого стартапа, и деньги инвесторов. Просто если стартап за 2 месяца не получился, его нужно тормозить, на мой взгляд. Его нужно убивать. Если стартап занимает 2 года, это не стартап. Это просто какая-то головная боль. Он должен быть создан за месяц технически, а лучше всего за 2 недели. Вот такая есть тоже фраза известная в той же Силиконовой долине, что если вы не можете сделать свой проект за 2 недели 2 программистами, значит это не стартап. То есть вы должны иметь возможность сделать продукт за 2 недели 2 программистами. Что? Ну, на базовом уровне, конечно. То есть на таком уровне, на котором вы смогли бы положить его в рынок. Если вы его можете сделать так быстро и вытащить его, положить его в рынок и дать людям возможность попробовать, вот у нас продукт, версия 0.1, пробуйте. Пусть оно будет какими-то проблемами, пусть он будет не совсем работать. Как Twitter был создан, чуть ли не там не за ночь. Сколько нужно времени, чтобы создать Twitter? Ну, пару дней. И подобные системы. Сколько нужно времени, чтобы создать Airbnb тоже? Ну, это там, неделя программирования. Вот так же точно должны создаваться стартапы. Мы его делаем, мы его выкладываем, этот Twitter, никто не твитает, ну черт, все. Но тянуть его потом и делать из него головную боль, а еще хуже разрабатывать сначала, как это часто бывает. Сначала мы 2 года разрабатываем за деньги инвесторов, а потом мы это все выдаем в рынок и понимаем, что это никому не нужно. А потом еще 2 года покупаем загрузки, покупаем трафик, тратим деньги, и только потом понимаем, что нам пора умирать, стартапу пора умирать, и потом только мы переключаемся на что-то другое. Мы потеряли время. Мы за эти 4 года могли сделать 14 стартапов. И один из них имел бы шанс выжить. Потому что он должен выстреливать после своего запуска. Если он не выстрелил, значит он не нужен. Не нужна ваша идея рынка. Не понял ее рынок. Оставьте ее. Не обязательно ее нужно убивать, не обязательно ее нужно выбрасывать в мусорник. Если вы в идеале, конечно, вы должны, если это веб-система, оставьте ее живой.
Пусть она висит в онлайн, пусть она существует, если только она не требует там, большой поддержки, если она не нужно там, ежедневных расходов. Вот такая, мне кажется, философия. Я, так как инвестор, смотрю на такой подход лучше, чем на людей, которые тянут и тянут. И переходим к следующей проблеме, которая очень похожа. Я расскажу, как это происходило. Ко мне тоже пришел на интервью парень. Они делают какую-то социальную сеть, еще одну, которая там, она чем-то отличается от Фейсбука, она чем-то лучше, чем-то удобнее, не суть важно. Суть в другом. История такая, мы получили уже 120 тысяч долларов, мы 9 месяцев мы их тратили и делали эту систему, мы пока ее ни в онлайне не выкладывали, потому что она не закончена. Теперь нам нужно еще 20 тысяч долларов, мы закончим вот ключевые там фичи, которые еще пока не до конца закончены, и выложим ее в онлайн. Понятно, да, что это утопия? Никто ни в какой онлайн ничего не выложит. Понятно, что если они в первый же месяц, имея 120 тысяч долларов, не сделали что-то, что не появилось в онлайне, они просто эти 120 тысяч тратили на свою жизнь. Они просто получили деньги от инвесторов и были счастливы 9 месяцев. Сейчас они хотят быть счастливы еще пару месяцев за мои деньги. Ну, естественно, ответ нет. То есть, если вы так умно распорядились 120 тысячами долларов, что вы их просто потратили за 9 месяцев, и ничего так, в конце концов, юзер не увидел, конечно, и никто так и не увидел ваш прекрасный продукт в онлайн, и вы по-прежнему считаете, что вам необходимо еще пару фич добавить, чтобы это все можно было положить в интернет, то вы неправильно мыслите, и вам давать деньги нет смысла. То есть вы точно так же поступите с моими деньгами. За эти 120 тысяч они должны были сделать что-то, как я говорю, первый месяц этот продукт должен был появиться в онлайне, они должны понять, надо это кому-то или не надо, потратить, может быть, еще какое-то количество денег на какую-то рекламу небольшую, потом опять понять, надо или не надо, скорее всего, увидеть, что это никому не надо, потому что 99% стартапов умирает, и, скорее всего, этот тоже был бы никому не нужен. Они бы это поняли, и, может быть, у них еще бы осталось 100 тысяч, на которые они могли бы что-то сделать другое. Вместо этого они 120 тысяч спокойно кушали, получали зарплату, ездили на работу, делали вид, что они работают, решая не ту задачу, которую должны были решить. Ну, естественно, был отказ. И это типичная история. Я массу таких стартапов вижу, которые там, мы уже разрабатываем 2 года этот продукт, это будет супер решение, которое перевернет планету. Не будет супер решения, надо это понимать. Скорее всего, никакого супер решения не будет. И чем раньше мы это поймем, мы, и стартапер, и инвестор, тем лучше будет для нас, тем быстрее мы следующие наши деньги вложим в что-то другое. Потому что инвесторы тоже понимают, что стартап, скорее всего, умрет. И инвестору не нужно, чтобы его обманывал этот фаундер и рассказывал ему историю о том, что мы скорее всего, выживем. Он не хочет этого слышать, он хочет слышать правду, чтобы он следующие свои деньги положил уже более эффективно. Ну, по крайней мере, это мое такое. Может быть, есть какие-то инвесторы, которым нравится быть инвестором, и он просто хочет быть 3 года подряд инвестором. Он рассказывает всем, что у него стартап, в который он вкладывает, который сейчас работает, который когда-нибудь создаст прекрасный продукт. Ему нравится быть инвестором. Такие тоже существуют. Но если мы говорим о инвесторе, который хочет заработать, то это инвестор, который хочет как можно скорее понять, что не получилось. И свои деньги положить в какое-то другое место. Ну, следующие свои деньги. Потому что это казино. Пока я ставлю на цифру 16 и жду 18 раздач с одной, ну, в смысле, поставил и жду. Я не хочу ждать, я хочу ставить. Потому что я понимаю, что только на 15-й раздаче у меня сработает. А мне говорят, поставь 1 раз и будем ждать. Но я не хочу ждать, я хочу ставить, раз уже я пришел в казино. Ну, такой взгляд, я думаю, у разумного инвестора. Еще несколько примеров осталось, и будем заканчивать. Ну, вот такая проблема, еще одна, которая тоже очень типична, когда люди фокусируются на получении дохода от клиентов, от своих кастомеров, а не на привлечении дополнительных инвесторов. Тут эта такая идея может достаточно прозвучать странно, но попробую еще раз объяснить. На примере. Вот есть стартап, они сделали следующее. Идея такая, вот у вас есть Wi-Fi дома, и вы живете в каком-то многоквартирном доме. Купили себе там хороший Wi-Fi. В Америке хороший Wi-Fi стоит дорого, $100 в месяц он стоит, качественный Wi-Fi, 100 мегабит. У нас он стоит 100 гривен, там он стоит $100. Вот вы купили это за $100 Wi-Fi, а у вас там еще квартир, 3 вверх, 3 вверху, 3 внизу и во все стороны квартир. А там этот Wi-Fi доступен. И вы, допустим, вы сдаете, у вас двухкомнатная квартира, вы одну комнату все время сдаете. То есть вы хотите свой Wi-Fi расшарить. Но получить это какой-то деньги назад. То есть вы хотите $100 как-то вернуть. Вы покупаете у них устройство, которое
который вы ставите у себя рядом с роутером. На это устройство направляете свой Wi-Fi. И это устройство идет вместе с софтом. И как человек, который приходит в соседнюю квартиру, он видит ваш Wi-Fi открытый, он к этому Wi-Fi подсоединяется, и у него открывается страничка, в которой написано там, 1 день, там, $2. Скорость там 50 мегабит. Он даже не знает, где конкретно стоит устройство. Он не знает, кому он эти $2 заплатит. Он просто вводит кредитную карточку, нажимает ОК, $2 пошло, и он пользуется этим Wi-Fi. То есть такая вот модель. То есть чтобы были Wi-Fi расшарены, чтобы люди покупали себе эти устройства, ставили у себя там в квартирах, в домах, таким образом зарабатывая что-то на том Wi-Fi, который и так у них не используется. Они не используют эти 100 мегабит полностью. Он купил за $100, так он может хотя бы что-то заработать. Ему не надо для этого регистрировать там банк, счет в банке, ему не надо для этого делать веб-сайт, продавать этот Wi-Fi, рекламировать. Все, что он делает, он покупает устройство, $40 на ему стоит, они его по почте присылают, он его устанавливает, там регистрируется где-то, и все, ему пошли деньги от этой компании. И ему там в конце месяца показывают, ваш Wi-Fi поиспользовали там 17 раз, там сколько-то центов заплатили, там. Ему там счет на $25 пришел, чек пришел на $25. Интересная идея? Вроде неплохая. Свежая, посмотрели, вроде такого нет. То есть они предлагают что-то новое. Интересно, они из Калифорнии. Есть какой-то трекшн на рынке? Есть. Они уже пошли, что они сделали? Они нарисовали, они из Стэнфорда. Они нарисовали, значит, эти самые буклетики такие и положили в почтовый ящик. Там, в Стэнфорде, там, сколько они могли положить? Пару, может, сотен, сколько-то, разложили. Купите у нас это устройство. Они купили 7 человек, там, что-то такое, 10 человек. У них начался трафик, они начали, сделали, значит, страничку платежей. Все сделали, оно все работает. Получили каких-то первых клиентов. Неплохо вроде. Дальше вопрос, я как бы заинтересован, мне было интересно. Хорошо, вы хотите деньги, сколько? Тоже немного, там, что 10 тысяч нужно. Хорошо, интересно, давайте дальше. Какой ваш план дальше? Что вы будете делать за 10 тысяч? Они отвечают, мы купим еще рекламу. Купим рекламу и пошлем еще листовки. Разошлем еще листовки, купим какую-то рекламу там на Гугле, купим рекламу какую-то там. Продадим еще этих устройств. Сколько вы продадите устройств? Ну еще там 50 штук продадим. Получим, значит, там сколько-то тысяч назад. И я им говорю, это неправильно. Так мы никуда не придем. Вы за мои 10 тысяч, вы их потратите на получение еще 20 клиентов. А мне нужно 20 миллионов клиентов. Мне нужно, чтобы ваш стартап стал стоить $50 миллионов. Вы должны покрыть Америку всю. Вас должны использовать, как, допустим, тот же Airbnb, по всей Америке. Или там тот же Twitter. То есть у вас эти устройства должны покупать люди по всей Америке. Как вы прыгнете от цифры 15 клиентов в цифру 150 тысяч клиентов? Они смотрят на это. А как вы это можете сделать? Моих 10 тысяч долларов не хватит для этого. И 100 тысяч не хватит для этого. Вам нужно несколько миллионов долларов для этого. А вы хотите мои 10 тысяч, вместо того, чтобы они должны правильно, что они должны делать? Они должны взять у меня 10 тысяч и за эти деньги начать искать инвесторов. Они должны свой стартап выводить на новый уровень инвестиций. Они должны за эти 10 тысяч сказать, мы возьмем у тебя 10 тысяч и будем 2 месяца подряд ходить на встречи с инвесторами, готовить им презентации, бизнес-планы, питчить этих инвесторов, для того, чтобы получить там, $3 миллиона, за которые мы купим огромную рекламу и это все дело выведем на совершенно новый уровень. Вот это правильная стратегия. Мне не нужно, чтобы они ориентировались на клиента сейчас, в этой ситуации. Они уже создали, у них уже есть продукт, у них уже есть трекшн, у них уже есть клиентская база. Эта клиентская база достаточно для того, чтобы доказать мне, что это живое. Они уже доказали. Не надо дальше. Не надо следующий шаг делать, опять доказывать. Уже все, доказательства есть. Теперь нам нужно, имея этот прототип, поднимать его на новый уровень. Поднимать это на новый уровень, это значит выводить его на следующий уровень инвестиций. И для этого я им могу помочь своими там небольшими деньгами. Но им нужны миллионы для того, чтобы этот бизнес превратить в большой. А для того, чтобы добраться до миллионов, им, естественно, нужны расходы. Им нужно делать презентации, идти на какие-то конференции этих стартапов, покупать там эти стойки, покупать выступления. Я не знаю, что они будут делать. И летать к этим инвесторам, платить за эти перелеты. То есть у них будут какие-то расходы для того, чтобы добраться до инвестора и его уговорить, какого-то следующего инвестора. Они этого делать не собирались. Они собирались листовки разносить сколько они разнесут этих листовок. Я им так и сказал, что, ребята, вы придите ко мне чуть позже, подумайте, как вы будете. Они говорят, ну хорошо, мы возьмем эти 10 тысяч и будем делать то, что ты сказал. Я говорю, ну так не будет, вы, наверное, подумайте все-таки. Решите, как именно вы это будете делать. Принесите мне этот план, и потом я вам дам 10 тысяч. Потому что так на ходу менять коней, я вам не верю. Поэтому вы подумайте, продумайте это дело. Может быть, начните даже. Придите ко мне и скажите, у нас есть список инвесторов, мы им уже разослали имейлы, 70 из них процентов отказались, 20% сказали, мы подумаем, а 10% сказали, приходи поговори. Но мы не можем идти, у нас деньги кончились. Мне завтра нужно заплатить там за аренду сервера, у меня нет денег. Нет проблем, на тебе деньги, я ему дам на это деньги.
Но давать ему деньги, чтобы он разносил листовки и поднимал, ну я уже повторяю, поднимала цифры в 10 клиентов на цифру в 100, даже этот рост 10-кратный рост, но это копейки все равно. 100 клиентов не делает многомиллионный бизнес. Вот такая ошибка, и она ошибка типичная. Не только один, я просто привел один пример, но таких у нас было, наверное, штук 5. Вот одна и та же ситуация. Люди получают первый результат, у них получается первый трекшн от рынка, первый какой-то фидбэк, первый ревеню, они счастливы, у них первые деньги на счету, они начинают эти деньги увеличивать и считают, что это их задача. Просто расти по объему денег на счету. Это приятно, безусловно, иметь деньги на счет, они приходят, они с них могут заплатить там расходы свои, но это ведет их, их превращает в горизонтальное такое медленное, плавное, мягкое развитие, которое мне как инвестору совершенно неинтересно. И в конце концов из рынка выкинуть. В конце концов, когда они дойдут до какого-то уровня, они станут более-менее видны. Появятся те люди, у которых есть 3 миллиона долларов или есть доступ к этим 3 миллионам долларов, и они просто сделают ровно то же самое, и эти исчезнут. Вот и все. Это как с Uber. Я небольшой специалист по истории Uber, но мне кажется, что это было примерно так. Этих копий Uber было, по-моему, там только ленивый не делал этот Uber там в свое время. У каждого было какое-то решение, и оно есть и здесь, посмотрите. Эти решения в каждой стране есть. Но почему-то Uber стал многомиллиардной компанией. Почему это произошло? Потому что они вовремя смогли найти такое большое количество инвестиций, которое бы им позволило захватить территорию. Это же они захватили не благодаря своему качественному софту. Ну, софт он весь похож. Возьмите Яндекс.Такси, он еще лучше, чем Uber. То есть есть софты и получше. Но они захватили территорию именно деньгами. Также и в случае с этими ребятами. Ну что там такого уникального в этой коробке, которая ставится в роутере? Ну ее напишет программист, это действительно 2 недели программирования. Сайт, кредитная картка, платежи, транзакции, статистики, ну это пишет 2 программиста 2 недели. И если человек увидит, что у этих людей получается, и люди начинают покупать эти устройства, он будет на рынке следить вторым после них, но они исчезнут. Поэтому им нужно мчаться вперед деньгами. В этом случае только деньги могут их продвинуть вперед. Они ничего нового не создали, они ничего, ну в смысле, бизнес-идея новая, да, но технически никакой сложности в этом решении нет. Поэтому вот так. Понятно проблема? Еще один приведу пример. Наверное, у нас еще минут 15 есть, да? Ну, такой пример больше комедийный, наверное, пришел парень, но он, тем не менее, показательный. И говорит, я хочу сделать приложение мобильное, которое вы его скачиваете, выбираете там список треков музыкальных внутри приложения для медитации. Выбираем там трек такой-то, нажимаем play и медитируем. Вот такое приложение. Дайте нам денег, и мы, его создадим. А приложение уже есть? Нет, приложения еще нет. А музыка это есть? Музыки тоже нет. Но нам же деньги нужны. Мы возьмем деньги, напишем музыку, и, соответственно, у нас получится. Напишем приложение, напишем музыку, и выложим его на App Store. А есть такие уже приложения? Да, штук 20 их таких. Прям посмотрели, их там действительно штук 20. Meditation Music, и там вот такой список. Хорошо, а чем мы будем лучше? У нас музыка лучше будет. Дай послушать. Так нет еще. Надо же деньги, мы же ее напишем, тогда она будет, как же сейчас мы послушаем? Ты же вложи сначала, правильно? В общем-то, все звучит как бы логично. Одна проблема, он ничего не проинвестировал сам. То есть он ничего не вложил пока. И хочет у меня, я ему только говорю, так в чем твое вложение тогда? Он говорит, я же делать это буду все. Я такой талантливый, у меня все получится. Я говорю, да, но ты же будешь делать за мои деньги. То есть я-то положу кэш, ты ничего не получишь, но ты же деньги будешь тратить на свою зарплату. То есть ты же будешь работать за эти же деньги. И в этом случае проблема заключается в том, что я должен стать владельцем этого бизнеса на 90%. За свои там 20 тысяч долларов. В принципе, это нормально, я бы мог быть, но я не хочу быть владельцем на 90%. Я хочу владеть 1%. Уже если я владею 90%, то это мой бизнес уже. И я должен бросить то, чем я занимаюсь, и начать заниматься этим. Я так не хочу. Я хочу дать 20 тысяч и владеть 2% и забыть про них. И дать им возможность развиваться. А когда в такой ситуации он приходит ко мне и фактически хочет меня сделать старшим партнером. Он будет младший на зарплате, а я буду старший партнер. То есть это пример, почему он такой смешной, он показательный, потому что так бывает достаточно часто. Люди приходят с идеей, с какими-то небольшими набросками, потом хотят денег, и я при этом их стоимость их компании, она очень маленькая. То есть мы же когда даем деньги, мы прописываем в нашем этом договоре, convertible notes, мы прописываем valuation cap,
знаю, кто знает, что это такое, но суть в том, что мы прописываем некую стоимость компании, которую мы сейчас на данный момент приблизительно ожидаем. И мы хотим там прописать $1 миллион. То есть мы хотим вложить, когда в компании уже она стоит $1 миллион. А в его случае она стоит там, $500, может $1000. Ну хорошо, может $10 000, потому что он такой прекрасный. Так сказать, вот прекрасно. И если бы это была еще гениальная идея, которой ничего такого нет на рынке, да, бы он мог сказать, да, она уже стоит там $500 000, потому что я такое придумал, чего никто еще пока не придумал. Поэтому давай-ка от тебя деньги, а от меня идеи. Так у него и идеи не было. И так я часто вижу, может быть, не такой экстремальный случай. В этом случае это был действительно экстрим. Человек действительно, было очень, очень экстремально, там, у него действительно valuation у него был нулевой. Но бывает такое, что люди приходят, у них действительно низкая valuation, потому что они чуть-чуть набросали какой-то концепт, они чуть-чуть что-то сделали, они как-то чего-то попробовали, у них даже софт не закончен, только начат, и они говорят, теперь давайте деньги. Рано это очень. Если вы идете к инвестору, то будьте все-таки готовы к тому, что у вас что-то есть, что вашу ценность на текущий момент делает достаточно высокой. Потому что если она ниже, как бы вам кажется, что деньги надо взять пораньше, это действительно правда. Да? Нужно стараться взять деньги как можно раньше у инвестора и не тянуть долго. Потому что инвестор это такая же обратная связь, как и рынок. Вы должны в рынок выходить как можно раньше, идти к инвестору как можно раньше. Даже если вам деньги не очень нужны, все равно идите к инвестору и что-нибудь от него берите. Это такой мой общий совет. Даже если у вас есть свои деньги, даже если они вам сейчас не очень нужны, все равно идите и разговаривайте с инвесторами, слушайте, что они вам говорят. Потому что чем раньше вы от них услышите «нет», чем раньше вы услышите «почему нет», тем быстрее вы убьете этот стартап и начнете что-то новое. Поэтому есть такие тоже ситуации, когда люди затягивают и приходят уже к инвестору, когда у них уже все готово, они уже на рынке, они уже так погрузились в это все, при этом вложив все свое. У них были там деньги какие-то, это тоже я такие ситуации, к нам такие не приходили, но я знаю из жизни ситуации, когда ребята вкладывают свои деньги довольно долго, у них есть там $1 миллион, и вот они там 1,5 года на этот $1 миллион бьют в барабаны, и все у них строится, потом они построили, считая, что этого будет достаточно, понимая, что в рынок у них не получается войти по каким-то причинам, потому что это стартап, потому что у всех не получается. И они поворачиваются лицом к инвестору, и когда они уже приходят к инвестору, у них уже valuation вот такой. Они уже $1,5 миллиона своих вложили там или $1 миллион, они уже кучу времени потратили. Они не скажут инвестору, что мы стоим 600 000. Мы стоим $15 миллионов. Инвестор, конечно, шарахается, поздно вы пришли. Вы приедете ко мне, когда вы только начинали. Я тогда вам бы дал $15 000 или $20 000 или $100 000. Даже если они не нужны, вот я к чему, даже если не нужны деньги, есть деньги на счету, возьмите инвестора на онборд, то есть возьмите его к себе в команду, пусть они будут. Чем больше, на мой взгляд, чем больше инвесторов, тем более ранних, тем лучше для стартапа. Это по всему лучше. Когда ко мне приходят стартапы и говорят, я вложил только свои деньги, никогда с инвестором не разговаривал, для меня это, скорее всего, я буду, скорее всего, отвечать нет. Потому что фактически вы не пробовали говорить с инвесторами, а значит, вы возьмете у меня деньги и пробовать тоже больше не будете. Или для вас это проблема, или вас не слушают, или инвестор не хочет с вами разговаривать, или вы не умеете с ним разговаривать, или вы не знаете, как его найти. Но если нет пока опыта получения денег, и вы не пытались получить, а вместо этого вкладывали свои, то это какая-то здесь проблема с вами, или с бизнесом, или с идеей, я, скорее всего, скажу нет. А когда приходят люди и говорят, у меня уже 2 человека в меня вложили, тот вложил 15 000, тот вложил 25, то причем это должны быть не friends and family, это не бабушка вложила и тетя вложила. А вот я нашел на выставке, ко мне та инвестиция, которую вы сделали, там, где я дал деньги. Человек пришел, у него такая была картина, у него есть продукт, этот продукт он уже на рынке, он уже подписал контракты с 2 клиентами, они уже у него покупают, он уже получил $25 000 инвестиций на выставке. То есть он пошел на выставку, на которую там стартапы выставляются, стоял там в этой будке, к нему подходили люди, он рассказывал про свой стартап, и какой-то ему там парень дал $25 000, вот его имя на angel.co, можно его посмотреть, кто ему дал 25, живое. То есть он уже имел смелость получить от человека 25 000, уже подписал с ним договор, обсудил там это все. То есть процесс пошел. Он и клиентов имеет, и инвесторов имеет, и продукт он сам создает, и сам он автор этого, и он и программист. Для меня это идеальная такая картинка, я тоже ему дал деньги. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начал, про valuation. То есть вы должны делать так, чтобы стоимость ваша была адекватная, и не маленькая, и не супер большая. Если она слишком маленькая, то для меня как инвестора это очень пугает, потому что я становлюсь одним из важных партнеров. Это такая, может быть, такая типичная ситуация на украинском рынке. Я часто слышу такие истории, когда люди говорят, у нас стартап, мы пошли там к какому-то украинскому инвестору, а он говорит, хорошо, я дам тебе там $50 000, а ты мне 70% бизнеса. Совершенно глупая ситуация, потому что это неправильно, чтобы инвестор имел 70% бизнеса. Потому что тогда этот бизнес становится уже бизнес-инвестором.
И, соответственно, теряется и мотивация у людей этим заниматься. Ну, это полный дисбаланс происходит. Дисбаланс силы становится не так сбалансированной, как они должны. Должен быть стартап принадлежать тем, кто его создал. Инвесторы лишь поддерживают, лишь помогают его, по крайней мере, на начальных этапах. Когда речь идет уже о крупном бизнесе, когда мы выходим уже там на IPO, то, конечно, инвесторы занимают большую часть и выталкивают этих фаундеров в миноритарные позиции. У них там остаются какие-то небольшие проценты. Но сначала должна быть вся большая часть у создателя и небольшие части у инвесторов. Поэтому, когда инвестор требует большой процент, он либо глупый, либо, ну, это какая-то странная ситуация. В моем случае я им отказываю, говорю: ребята, я не хочу быть вашим главным партнером, я не хочу дать вам 10 тысяч и владеть половиной компании. Слишком рано, идите ко мне чуть позже. Ну, они говорят: мы придем. Они всегда приходят. Ну, наверное, еще две проблемы, и мы можем заканчивать. Да, проблема такая, которая тоже может прозвучать странно, но большинство инвесторов в той же Силиконовой долине говорит о том, что у стартапа должно быть несколько фаундеров. Я думаю, вы слышали такое утверждение. Они говорят, некоторые даже пишут это на своих сайтах, что мы не инвестируем в компании, в которых один человек фаундер. Мы даем деньги только тогда, когда у вас там 2 и больше, потому что должна быть команда. Я придерживаюсь мнения противоположного. Я считаю, что я не могу сказать, что я полностью прав или нет, но приведу вам такой пример. Пришли ребята, значит, бизнес у них такой. Есть Netflix, знаете, что такое, да? Netflix, это зашли в онлайн, выбрали фильм и смотрим. Идея такая: вы смотрите у себя дома, допустим, я смотрю у себя дома, а мой друг смотрит у себя дома. Один и тот же фильм. Я ему посоветовал, он, значит, его смотрит. Мы не хотим сидеть в одной комнате, мы хотим сидеть у себя дома. Мы включаем, каждый включает этот Netflix, мы ставим себе в Chrome плагин, написанный этими ребятами, который оба этих фильма синхронизирует по времени и добавляет чат справа от фильма. То есть мы начинаем смотреть один и тот же фильм и его обсуждать в этом чате. И он синхронизирован, чего нельзя достичь, трудно достичь иными средствами. То есть даже если мы там сядем синхронно и, скажем, нажимаем синхронно, немножко не так удобно. То есть это некая такая удобная такая тулза, которая позволяет синхронизировать два просмотра между многими людьми. 2, 3, 10, можно собрать группу. Допустим, 15 человек, все вместе включили один и тот же фильм и смотрят и обсуждают его там в чате. Наверное, это прикольно. Наверное. Этот парень, который пришел, он сделал этот продукт, выложил его, сделал его, значит, заимплементировал там за 3 дня. Это маленький, естественно, там особо много программировать не надо. Там, буквально неделю у него ушло на имплементацию этого дела. Он сказал, что это делал как такой проект попробовать просто для друзей своих. Потом он выложил его на Hacker News, и он стал популярным. То есть люди стали его лайкать, апвоутить, и стали пользоваться, и трафик внезапно пошел. Большое количество людей стало загружать этот плагин и устанавливать себе на этот Chrome. И когда он ко мне пришел, у них уже было там что-то 200 человек в онлайне сидит, что-то такое. То есть какой-то объем этих людей присутствует, они смотрят, пользуются этим плагином. Он этот плагин сначала сделал как такой проект просто сторонний, потом он увидел трафик и понял, что прикольно, я могу на этом делать, наверное, превратить это в стартап. Он попытался это превратить в стартап, потратил на это 3 или 4 месяца, добавляя какие-то фичи и улучшая этот проект. Но не получилось это в стартап, то есть инвестиций никакие он не получил. Это не превратилось это в стартап, это все равно остается плагином в Chrome, который пользуется там несколько десятков тысяч человек. Но никаких инвесторов нет, и это все в мультимиллионную долларовую компанию не превращается, нет этого. Тогда он позвал какого-то друга своего, который, по идее, должен, значит, заниматься развитием этого дела, развитием и внедрением это в массы, бизнес-девелопмент называется, для того, чтобы привлечь там или новых клиентов, или, не знаю кого, инвесторов. И он там просидел 3 месяца, этот новый парень. И они пришли уже ко мне вдвоем. Они пришли вдвоем, и интервью я вел с 2 людьми. И мой вопрос был такой: а сколько у вас процентов? Они говорят, первый вопрос был, как у вас с инвесторами? Нашли его за последние 3 месяца? Нет, не нашли, но мы занимаемся. Хорошо, а как у вас с процентами? У нас 50 на 50. Возникает вопрос. Я спросила, почему ему тоже 50? Этот, который пришел 3 месяца назад, он не программист, он ничего не сделал, инвесторов он не привлек. Почему ему 50%? Какая его роль? Кроме как он делает вид, что он тоже участник этого стартапа. Он на самом деле ничего там не делает.
Почему ему 50%? Тот говорит, который основной, этот программист, он говорит, ну, вот я считаю, что должно быть поровну, мы же, мол, коллеги, друзья, мы не должны друг друга обижать, и вот вся эта история. Вот на мой взгляд, это неправильно такой подход. На мой взгляд, оно должно быть по-честному, по-настоящему по-честному. 50 на 50 это не по-честному. В данном случае этот человек должен был вообще ничего не получать, а получать, скорее всего, зарплату или какие-то бонусы за привлечение. Там, вот ты привлечешь там инвестора, получишь там какой-то процент компании. Не привлечешь инвестора, ну мы тебе скажем до свидания, ему, ну не привлечешь, значит не привлечешь. Но просто разделять 50 на 50, или как это часто делают, там, допустим, 4 человека создали компанию, по 25% всем раздали, а потом 3 из них потерялись или просто исчезли, или начинаются конфликты. И по моему опыту, выживают те стартапы, проекты, тогда, где есть лидер, и ему есть какая-то команда, подчиненная этому лидеру. Ну вот на мой взгляд. Создать стартап группой людей, где все равны, такая плоская организация, на мой взгляд, не получится. Это будет рано или поздно, это приведет к конфликту интересов, причем это, если приведет поздно, то это еще хуже, если рано, то это хорошо, мы развалим стартап пораньше, но часто это приводит к тому, что стартап живет долго, потом он разваливается там, через год своей жизни, когда теряется мотивация изначальная, когда люди не могут выживать уже в такой команде. Поэтому я им тоже не дал деньги именно по этой причине. Вот именно по этой причине. Потому все остальное мне, в общем-то, понравилось, и они просили очень небольшие деньги, там 4000 $. То есть я бы им, или 4 или 6, то есть сумма не 20 тысяч. Они просили небольшую сумму, и я бы им дал, если бы не этот второй человек. Если бы ко мне, я прямо ему это сказал, что если бы пришел ты ко мне сам лично, без этого второго человека, вот в тот этап, когда 3 месяца назад, когда у тебя не было второго этого кофаундера, я бы тебе дал его без проблем. Но когда ты уже приводишь, я понимаю, какие бизнес-решения ты уже принимаешь. Я вижу, что ты приглашаешь того, кто не нужен, даешь ему 50% компании, хотя он этого не заслуживает. То есть ты как бизнесмен слабенький. Не держишь ты фокус на правильных бизнес-решениях. Поэтому я им отказал. Вот такая история. Поэтому моя общая рекомендация это ориентироваться на один лидер, и ему команда подчинена так или иначе. Можно давать какие-то бонусы этим участникам команды, можно давать какие-то там подарки и призы в виде процентов от стартапа. Но ключевое владение, главную часть компании должен владеть один человек, который принимает решения окончательные, с которыми, в общем-то, обсуждают эти решения, но с ним не спорят. Тогда этот стартап он либо выживет, либо умрет. Чего мы и хотим. Но мы не хотим, чтобы он жил долго и счастливо. Это не ресторан, в котором мы хотим, чтобы он жил всегда. Мы хотим, чтобы стартап либо умер, либо стал мультимиллионной компанией. Среднего не дано. Ну так, и последнее, что я хотел сказать, это такой уже наоборот. Расскажу историю о том, что некоторые стартапы, некоторые у нас были интервью, когда люди приходили и, как я уже сказал, говорили, а нам деньги не нужны. То есть они приходят на интервью, они разговаривают, они предлагают мне какие-то условия, предлагают свой стартап, делают этот питч, я это все слушаю и говорю, ну хорошо, ребята, я вам дам вот такую-то сумму, там, которую вы хотели, или может быть меньшую, на вот таких условиях. И они говорят, мы подумаем. И часто, вот у меня было 5 случаев, когда я сказал, да, я вам дам деньги, и в 3 случаях ребята отказались. И, в общем-то, я это воспринимаю как, наверное, признак того, в одном случае из этих 5 отказался скорее мы вместе отказались, потому что они пришли, стартап на ранних стадиях уже находится, у них там всего меньше сотни еще реальных транзакций, и они говорят, наша стоимость сейчас $8 миллионов. Но это слишком много, да. Я им говорю, 1, 1,5, не 8. Они говорят, мы не хотим на 1, на 1,5, мы хотим 8. Я им деньги не дал. То есть мы не сошлись на этой цифре. В остальных 2 случаях я деньги дал, а еще в 2 случаях я им предложил условия, я говорю, я вам готов дать прямо сейчас, это прямо на видео у нас есть, у нас записано, я вам готов дать вот на таких условиях, а он говорит, я подумаю об этом, спасибо, я тебе это напишу. Потом присылает имейл, я подумал и нет. То есть я к чему говорю, что, наверное, я бы такой дал совет, что будьте готовы отказать инвестору. Наверное, это неплохо. Наверное, это надо быть готовым к тому, что вы идете не просить деньги, а вы идете торговаться. И, наверное, из этой торговли нормальным выходом является «спасибо, но нет». И я могу сказать «спасибо, но нет», и вы должны иметь возможность сказать «спасибо, но нет». Если у вас такой установки в голове нет, то вы будете звучать хуже. То есть вы будете лучше звучать, если вы придете на транзакцию. Не на просьбу, не на «дайте нам денег, потому что нам жить не на что». Даже если вам жить не на что, тоже вы можете сказать «нам жить не на что», но возьмем мы у вас деньги на определенных условиях. Ко мне в основном приходят люди, которым жить, стартапы, которым жить не на что. Да, они берут там 10 тысяч, это значит, у них нет совсем денег, им нужны деньги на расходы операционные. И вот все равно они на эти операционные расходы не берут деньги в определенных ситуациях, давая мне отказ. И я это воспринимаю как,
я их не то что уважаю, но я их воспринимаю как такие грамотные игроки на рынке. Они понимают, что они пришли в эту транзакцию, они могут в нее войти, могут не войти. Я не последний для них инвестор, мы завтра не заканчивается жизнь и их, и жизнь не моя, они могут ко мне всегда вернуться второй раз. Я им и так и говорю, если вы мне откажете, нет проблем, пишите мне еще через неделю, месяц, когда вы надумаете, мы еще раз поговорим. Я не воспринимаю этот отказ как личную обиду. Я понимаю, что да, вам в данных. А вот один был парень, последнюю историю расскажу, один был парень очень прикольный, который очень хотел ему дать деньги, а он не взял. История какая? Он делает проект, который, вы, наверное, знаете, Upwork все, да? Adesk, Upwork, это система для фриланс-работы, где можно зайти, найти там фрилансера, написать ему там, как, в общем, найти. Я туда, допустим, на этом Upwork, я пишу там задачу, которую мне нужно сделать, например, мне нужно там, там и программистов ищут люди, там и можно найти себе какого-то там администратора, например, к примеру, даем задачу. Мне нужно найти в интернете там 100 имейлов инвесторов из Силиконовой долины. Публикую там такую задачу. И мне там 50 разных из разных стран людей, которые готовы для меня это сделать, пишут, я сделаю это там за $20, я сделаю за 15, я сделаю за 7, за 8, а я сделаю за $3 в час, а я сделаю за $7 в час. То есть сколько бы я ни проработал, ты мне за время заплатишь. Потом я должен выбрать кого-то из них, потом я должен с ними связаться в скайпе или как-то, поговорить, там, сказать, ну вот ты понял задачу, ну вот тебе, значит, документ, сюда их записывайте, эти имейлы, вот, а ты записал уже, а не записал, а когда ты начнешь, а когда ты закончишь, потом ты закончил, я заплатил. То есть некая какая-то работа административная вокруг этой транзакции, я должен ее произвести. Что эти ребята предлагают? Парень из Стэнфорда, студент, потому что 21 год, молодой очень. Он, значит, предлагает сделать систему, в которой будет как этот Upwork, только в нем будут типовые такие темплейтовые задачи. То есть я захожу, а там всего 3 варианта задач. Первый вариант – найти имейлы. Я в этом темплейте пишу, спрашиваю, сколько за имейлов? Там 50. Какие имейлы? Таких-то людей. Искать будем в какой территории? В такой территории. Окей, тебе говорят, заплати кредитной карточкой, там $17. Заплатить, окей, и тебе там через 5 дней присылают этот файл в виде результата. Все. То есть он всю административную работу по поиску этого фрилансера, по рискам, связанным с этим фрилансером, по оплате этому фрилансеру, он берет все на себя. Идея прикольная, они уже это начали, они уже нашли клиентов, они уже провели несколько десятков транзакций, у них уже это все прошло, то есть оно работает, люди заказывают и делают, у них уже там что-то 50 фрилансеров, это фрилансеров найти несложно, они нашли этих фрилансеров, они более-менее надежные, то есть система заработала. Но все это без софта еще пока, они это все делают на руках. То есть у них есть просто форма, человек заполняет форму, нажимает ОК, и им приходит эта форма на e-mail. И дальше они ручками находят фрилансера, то есть, понимаете, все происходит рукой, в мануальном режиме. Я говорю, а софт? А софта нет, мы сейчас его будем писать. Хорошо, а подключить там платежную систему? Пока нет, мы пока карточки там проходим, значит, через страйпер. Хорошо, этого тоже нет. А когда вы это напишете? Ну вот мы сейчас собираемся это делать. У них есть только прототип, который показывает, что рынку это нужно. Я ему говорю, хорошо, я тебе дам деньги, но твоя стоимость сейчас, $1 миллион. Мало, ты слишком мало сделал для $1 миллиона, но $300 000 ты стоишь. Потому что идея новая, потому что ты там, потому что. Давай я тебе дам $10 000 при стоимости 300, то есть мои будут 3%. А он говорит, классно, все, я подумаю. А он написал мне имейл через пару дней, что дай нам 2 месяца, мы сделаем софт, я к тебе приду еще раз, тогда моя стоимость будет $1 миллион, а то и больше, и тогда я у тебя возьму деньги. Разумно? С его стороны разумно, да? Чем сейчас получили 10 000, которые ему, в общем-то, наверное, не очень нужны. Он живет там в кампусе, он учится в Стэнфорде, совершенно, наверное, не бедный парень. То есть он как-то находит способы существовать. А ему для развития этой системы ему не нужны, он сам программист. Ему не нужны какие-то там сервера, офисы. Он сам это все сделал. Он действительно, может быть, через 2 месяца ко мне вернется. Может, я не знаю, это было месяц назад. А может быть, не вернется. Может, ему хватит этого ревени, который будет происходить, хватит этого дохода от клиента, чтобы никогда ко мне не прийти. Но вот такая ситуация. То есть он подумал и не взял деньги. Хотя, в общем-то, может быть, мог бы и взять для того, чтобы просто поставить меня, то, как я говорил, поставить меня в список инвесторов. Я ему это, правда, тоже сказал. Ты бы взял бы, говорю, я так пытался его уговорить. Ты возьми, мол, деньги, да, я тебе буду как инвестор, тебе это не помешает. Он, да, я все понимаю, но, в общем, он отказал. Поэтому, завершая этот спич, я вам скажу, что, наверное, правильно быть готовым к тому, чтобы инвесторам тоже отказывать и этого не бояться и не стесняться. Все. Это все, что я хотел поделиться. Спасибо. Да. Ты на человека смотришь в первую очередь или нет? Большинство инвесторов. Понимаете, понимаешь как?
Да, вопрос такой, смотрю ли я на человека, то есть смотрю ли я это вообще не упомянул на самом деле, да, то есть смотрю ли я на личные качества, как он нравится он мне или не нравится. Я стараюсь в нашем подходе это полностью исключить. То есть я стараюсь быть абсолютно, обосновывать свое решение на фактах, а не на моих личных симпатиях или антипатиях. Иногда бывает так, что мне человек не нравится. Бывает такое. У меня были такие интервью, когда вот я вижу человека, но он мне как человек, он мне не нравится. Я бы ему, в поход бы если не пошел, так это говорят. Да, я бы если не пошел в поход, и не хочется ему давать денег. Но я стараюсь себя, свои эмоции задушить и все равно пытаться обратить внимание на фактаж, на те факты, которые передо мной лежат. Потому что моя личная симпатия, она только сбивает на самом деле. Это же не объективный взгляд на... не знаю, я не думаю, что все приятные люди становятся миллионерами. Я думаю, что успешные стартапы это далеко не теми людьми сделаны, с которыми мы пошли в поход. Я думаю, что скорее наоборот. Я думаю, что скорее люди, которые такие не совсем приятные в походе, наверное, становятся успешными стартапами. У меня есть такое подозрение. Поэтому я стараюсь эмоции отключать и пишу об этом, заявляю это на форуме, что вы рассказываете, я вас слушаю, потом по фактам я даю свой ответ. Мы сейчас интервью проводим, даже последние у нас 10 интервью были в скайпе. То есть вторую инвестицию, которую мы сделали, 2 инвестиции. Первые у нас были 10 интервью, мы проводили в Калифорнии, я там был просто всю зиму и осень, и мы там проводили интервью прямо в кафе. То есть мы там брали столик в кафе, человек приходил, ставили iPhone и снимали, и в общем, все это там происходило. Потом я оттуда уехал, я вот последние 2 месяца здесь, в Европе нахожусь. И делаем интервью, последние 10 интервью по скайпу. То есть я человека даже физически не вижу. Я вижу его только физиономию, все, я не вижу его, как он сидит, как он двигается, как он... Мне это не важно. И я об этом говорю, что мне не важно, кто вы персонально, какие у вас мальчик вы или девочка, вам 18 лет или 80, мы дадим, основываясь на фактах. И это, наверное, мне кажется, это хорошо для стартапов, потому что они понимают, что им не нужно меня очаровывать, им нужно принести мне объективную информацию, объективные результаты, на которых я буду принимать свои решения. И я думаю, что так должны вести себя, наверное, я не знаю насчет инвесторов больших, которые, когда вкладывают большие деньги, они же становятся, мы делаем ориентированы на десятки инвестиций в месяц. И мы с этими стартапами работать не собираемся. Я дал эти 2 инвестиции, я не звоню им и не спрашиваю, как там идут дела. Я в новостях, мы сейчас организуем такую службу по контролю за тем, что с ними происходит. Но я у них не помогаю им принимать решения, я им никак не помогаю, я им ничего не подсказываю. Они мне не звонят за консультациями, я им не партнер. Я просто дал деньги, и все, и не пытаюсь их дальше за этими деньгами идти. А большие инвесторы, которые дадут вам, допустим, $1 миллион, они же садятся на так называемый набор. То есть они начинают от вас требовать отчетов ежемесячных, и принимать решения они вам не разрешают. Так же это происходит. То есть инвестор уже блокирует большинство решений, которые может принять стартап, создатель стартапа. То нельзя, там себе нельзя, машину купить нельзя на этот $1 миллион, который вам дали. Там офис снять за $10 000 в месяц нельзя, за 3 000 можно. То есть вы как фаундер стартапа, вы сильно заблокированы этим инвестором. Даже эти деньги лежат на счету, этот $1 миллион, и даже у вас чековая книжка, этот расчет, то есть кредитная карточка, и вы можете купить там эту машину, например, себе за эти деньги. Но вы не можете, потому что это становится, вы должны подписывать под каждым решением на определенную сумму, должна быть подпись всех этих участников этой борды. Мы на этот борд не садимся, то есть мы не включаемся в это решение. Поэтому эти люди, большие инвесторы, наверное, для них важно, с кем они будут сидеть за этим столом ежемесячно, и кто эти люди, как они будут их смотреть в глаза. Но, на мой взгляд, тоже и эти люди должны объективно посмотреть на объектив, на факты, а не на персонали. Потому что так иначе это происходит, мы же не в поход идем, в общем-то, мы же строим бизнес. И, на мой взгляд, правильно, чтобы мы смотрели на людей больше формально, на участников этого процесса, чем неформально. Так я думаю. Еще более вопросы? Давайте там. Да. Доверяют ли они росту, если мы... Да, хороший вопрос. Повторю. Я понял. То есть если мы имеем стартап, в который один инвестор вложил там 20 000, а потом прошло время, и тот же инвестор добавил, а потом, может быть, опять тот же инвестор добавил, для меня это попахивает. То есть я бы в этом случае задал бы большое количество вопросов. То есть почему вы берете того же инвестора раз за разом, а не привлекаете каких-то новых? То есть, наверное, у вас какие-то трудности с
Потому что большинство инвесторов у них, естественно, как в покере, как в карточной игре, он один раз поставил, и он думает, он уже боится выйти, он не хочет выйти, потому что он потеряет тогда то, что поставил. И стартаперы этим пользуются, и шантажируют инвестора. Приходя к инвестору повторно, говоря ему, ну ты же уже вложил 20 тысяч, ну, нам еще нужно, иначе мы умрем. И инвестор, не пользуясь той философией, про которую я говорил, он считает, что да-да-да, нужно их поддержать, иначе же они умрут, мои 20 там, мои 50 сгорят. Поэтому давайте сделаем еще 100. И теперь становится еще позиция у них сильнее, у этого стартапа. Уже 150 там, уже сгорели. Давай нам еще 200, потому что, иначе сгорит 150. Как в покере точно. И чем больше у нас там лежит на стейке, тем если человек не умеющий играть в покер, то он каждое следующее решение по ставке принимая во внимание размер стейка. Но так не должно быть. Профессиональный игрок в покер, он должен игнорировать размер той суммы, которую он уже положил на стол. Положил, он забывает. Сколько бы я уже не поставил, мы должны забыть об этом и каждый раз принимать решение с нуля. Каждый раз глядя на свои карты. Так покер, так нас учит учебник по покеру. Но большинство людей так не делают. Им кажется, как там уже все мои деньги, почти, я уже еще положу сверху. И так этих покерфишев этих и ловят. Потому что они берут с них по чуть-чуть, когда он набирается, он уже кладет all-in, потому что у него, он не может себе представить, что он сейчас сделал фолд, когда он положил 70% своих. Также инвестор. Он уже один раз поставил, на третьей ставке он будет ставить, неважно, что там происходит. И это выглядит, для меня, если со стороны смотреть, это выглядит плохо. Лучше, когда инвесторы новые, на мой взгляд. Они меняют, добавляются. Чем я вижу стартап, чем больше у него количество инвесторов, тем мне... Это если говорить про ранние стартапы. А если говорить про такие крупные, там, когда уже десятки миллионов вкладываются, там я не очень понимаю, так сказать, что там происходит, я в этом не специалист, но тоже я когда вижу там какой-то стартап, смотришь его историю, и там раунд A, B, C, D, F, и там на всех раундах разные имена, разные инвесторы. Тогда тоже возникает некий вопрос, то есть почему так? Надо посмотреть, что это за инвесторы, да, может они уходят, да, может они как бы спрыгивают, и каждый следующий инвестор понимает, что нет смысла. То есть, наверное, это тоже вопрос здесь, стоит бы задать, а то ли там происходит. То есть, наверное, лучше, когда что-то такое среднее, и немножко добавляют инвесторы старые, и добавляются новые. Так, такой баланс должен быть. Был тут вопрос. Да, сейчас. Да. Вы инвестируете в стартап, далее стартап показывает результаты, да? Да. После этого вы презентуете более крупным фондом или стартап должен сам идти? Должен сам, мы не помогаем никак. По крайней мере сейчас. Может быть в будущем мы будем это делать, когда у нас будет какой-то опыт, и нам фонды будут доверять. Пока мы маленькие, нам особо никакие фонды, там я знаю, там десяток фондов, но они пока не будут меня прям так слушать и мою информацию воспринимать очень внимательно. Но в будущем, наверное, мы будем это делать и так, в виде такой формальной, мы именно помогать не хотим. Мы не хотим влазить в деятельность стартапа, потому что, на мой взгляд, когда начинаешь помогать, человек начинает автоматически на тебя перекладывать ответственность. И теперь он становится теперь уже я виноват в том, что у него не получилось. Когда я ему скажу, я тебе помогу найти инвестора. О, отлично! Так помогаешь же. Так помнишь, мы же не нашли инвестора, так ты же не смог помочь. То есть ему легче тогда найти виноватых. Поэтому как только я предложу помощь этому стартапу, сразу я, так сказать, даю ему костыль, на который он может опереться. А этого не должно быть. Он должен самостоятельно либо расти, либо умереть. Если он готов умереть, то ищи прекрасно. Допустим, поскорее это сделать. Вот у меня была такая ситуация буквально на прошлой неделе. Один из стартапов, в который мы вложили деньги, первый стартап, он работает самостоятельно, я только слежу за ним по новостям, и все легко, контакта с ним нет уже 3 месяца, хотя он обновляет, он дает мне апдейты через вот этот Angel List. Есть этот Angel List, в который он заходит, там есть такая private area только для инвесторов, которую люди не видят. И в эту private area он заливает свои репорты. Каждый месяц я от него получаю такой репорт, не только я, там еще инвесторы. И мы смотрим, и там динамика, куда он такой апдейт, пишет текст, с кем он говорил, что у него не получилось, что получилось. То есть он мне просто сообщает, он не спрашивает, не помогите мне, он просто сообщает мне информацию, такую формальную. Все прекрасно. Он умрет, и хорошо, стартап умрет, в смысле, и прекрасно. Не умрет, а пойдет дальше, я об этом узнаю через этот репорт. Все, для меня это прекрасно. А второй, он так не действует, и он мне на прошлой неделе, я ему только дал деньги, месяц прошел, он мне пишет письмо. Давай, позвоню я тебе, расскажу, как у меня идут дела, и, поделюсь ситуацией. А я ему говорю, не надо мне звонить, вот тебе Angel List, зайди туда, напиши репорт и все. Он почему хочет позвонить? Он хочет со мной в разговоре получить от меня что-то и на что-то опереться. Он что-то мне скажет, оповестит меня о трудностях. А через месяц он мне позвонит и скажет, нужны еще деньги. Я же тебе, помнишь, говорил о трудностях. Так вот же, ты же мне не помог их решить, так вот теперь деньгами. То есть он меня вовлекает в эту игру, пытается вовлечь меня в этот процесс, в котором я стану для него костылем.
Я ему сказал, не, звонить мне не надо, вот тебе репорт, напиши формальный репорт, я его прочитаю, все. Я тебе не помощник, я тебе помогать не буду. Потому что, я же говорю, я помогаю, я делаю ему плохо, я сам себе подставляю подножку, потому что я его делаю инвалидом. Он вместо того, чтобы самостоятельно идти, либо погибнуть, либо выжить, мы начинаем погибать вместе. А я не смогу, у меня планы на инвестиции в 100 стартапов, я не смогу 100 стартапам помогать, это просто будет неправильно. Поэтому наша модель такая, дал деньги и ушел, дал деньги и забыл про них. Ну, у нас будет служба, мы будем ее создавать для мониторинга их, то есть для того, чтобы видеть, ну, где они, кто из них выжил, кто нет, потому что нам надо вернуть деньги. Для этого для возврата денег у нас будет служба такая, их поиска и их возврата. Но не для помощи. И я думаю, что так должны делать, в общем-то, большинство инвесторов. Ну, опять же, на больших инвесторах люди стараются помогать, и инвесторы дают не только деньги, а еще и помощь. Но вот я больше сторонник, чтобы этого не было, на мой взгляд. Лучше, чтобы инвестор давал деньги, а стартап развивался сам. Я так думаю. Опять же, я небольшой спец в больших инвестициях, я туда еще пока не попадал, когда там миллион дал, а потом не помогаешь, наверное, немножко, тут немножко будут другие эмоции, тут будет так посложнее сказать, да не звони мне больше. После того, как дал миллион, да. Ну там, погибай, это твоя проблема. Наверное, за миллионом все-таки придешь и попытаешься помочь, наверное. Но когда даешь там 5-10 тысяч, то вот наша политика такая. Если ты погибаешь, то погибай, все. И нас не вовлекай. Это для нас урок будет. Твой стартап погибнет, мы для себя какие-то сделаем выводы, в следующий раз будем принимать решения правильнее, будем, значит, не давать таким, как ты, ну как-то так, что-то для себя поймем. Но если мы начнем помогать, это уже будем мы работать, а не ты. Да. Деньги даются как? У него есть компания американская, договор, подписывается договор. Договор фактически это договор, грубо говоря, займа. То есть он, эта компания, какая-то из деловая, занимает у моей компании деньги, допустим, 10 тысяч долларов. В этом договоре написано, что они обязуются эти деньги отдать к такому-то числу. Но они, это первое их обязательство. Второе их обязательство, они говорят, что если придет какой-то новый инвестор и вложит в них так, что будут выпущены новые акции, потому что этот договор это не акции, это просто договор займа, фактически технический договор займа. Но в договоре там займа указано, что как только придет новый инвестор и будут выпущены акции в компании дополнительные, то этот договор мы расторгаем, и я вместо этих денег, которые они мне должны, они мне вернут акции по той цене, которая будет в момент привлечения этого инвестора. То есть вот придет инвестор и придет им $1 миллион, они этому инвестору дадут, допустим, 10% акций. Значит, 1% окажется стоит 10 тысяч долларов. Нет, 100 тысяч долларов, да? 1% стоит 100 тысяч долларов. А я как раз 1% имею. Вот они мне должны будут, я им как раз 100 тысяч долларов дал, например. Вот они мне 1% акций должны будут отдать. То есть я им даю деньги в долг с обязательством, что вернутся мне либо акции, либо деньги. Но мы сейчас подписываем, это такой традиционный договор, называется convertible notes. То есть они мне дают ноутсы, которые конвертируемы в equity, в акции, в бумажки. Но сейчас уже вот Y-комбинатор, например, и мы подписываем договор, в котором нет пункта о возврате денег. То есть они даже не обязуются нам их возвращать. То есть мы даем им деньги, и единственное их обязательство, это что в случае привлечения инвестиций, они мне отдадут акции по той цене, по которой их покупает этот инвестор. Вот так. Что? Да, обязательно, да. Были такие ситуации, когда люди приходят, а мне даже компания. И в этом случае мы ничего не можем сделать, потому что мне нужен договор между мной и другой фирмой. Да, должна быть юридическое юрлицо в Америке, безусловно. И только в Америке. Тоже у нас был случай, когда компания у него не в Америке, там, а где-то еще, и мы не можем здесь. Ну, для нас это тяжело, потому что мы понимаем, что очень может быть, что будет судом это все заканчиваться. И нам нужно будет за своими деньгами, мы же будем за них бороться, если там будут какие-то конфликты. Потому что конфликты могут быть, потому что когда компания умирает, то все понятно. Он умер, мы эти бумажки выбросили в мусорник, про деньги забыли. Но когда он развивается и приходят к нему эти инвесторы крупные, которые приходят с миллионами долларов, то мы становимся с этими инвесторами, в какой-то степени врагами. То есть они, в общем-то, они должны с нами делиться теперь тоже. Мы же тоже там, я же тоже владелец, причем я владелец достаточно, так сказать, выгодно зашедший. Уже инвестор купит по той цене, а там еще в договоре в этом обязательно указывается, что по какой бы, если инвестор получит свои акции по цене там определенной, вернее, он на свои деньги получит столько-то акций, то я получу лучше, я получу больше. В детали можем сейчас не вдаваться, у меня есть на блоге статья про это, недавно написал. Но технически, концептуально это выглядит так, что я в выгоднее положении, чем тот инвестор. А иногда значительно более выгодная моя позиция. Потому что когда я даю деньги, у нас valuation 1 миллион, а когда он приходит, они ему уже рассказывают, мы стоим 10 миллионов.
И, соответственно, в 10 раз я в более выгодной позиции, чем тот инвестор. Он за свои там 10 тысяч долларов получает в 10 раз меньше, чем я за них получаю. Ну, так это технически происходит. Поэтому он, конечно, против меня так. Ну, я не особо друг этому инвестору. Одному. Потом еще второй будет, потом еще третий. А я все время с ними там сижу. И поэтому меня будут пытаться вытолкнуть, естественно. Это такая общая практика в этой Силиконовой долине. В Америке это, в общем-то, пытаются вытолкнуть ранних инвесторов. То есть выкинуть из компании. Так или иначе. Можно это делать грубо, можно это делать тонко, можно это делать по-разному. Я пока с этим не сталкивался, но прочитал много на эту тему, и мне много кто уже сказал, что будь готов к этому. Что это не значит, что ты дал деньги, и все будет у тебя прекрасно. И потом это будет из этого Facebook создастся, и я буду такой миллиард получу себе. Вложил 10 тысяч, получу миллиард. Они говорят, так не будет. Тебе нужно будет сильно бороться с этими ребятами. Они будут пытаться тебя выкинуть. Поэтому, если они еще и у них компания во Франции, то я с ними бороться будет очень тяжело. Если это в Америке, то это будет американский суд, мы там как-то разберемся, у нас адвокаты в Америке. То есть какая-то эта борьба будет более-менее понятна. А если это компания украинская, например, где я буду бороться? В суде, в Киевском суде бороться, я, скорее всего, проиграю. Поэтому, по объективным причинам, которые мы все знаем. Поэтому мне нужно сделать так, что даже если это украинский какой-то инвестор придет, мы все равно там, в Калифорнии, с ним встретимся, и, наверное, суд Калифорнии решит в пользу того, кто прав, а не в пользу того, кто больше денег. Ну вот так, да. За что? Не. Ну, обычно нет. Учредитель не отвечает за этот долг. Во-первых, это не долг, фактически, его возвращать не надо, как я говорю, ну, в нашем случае. Но если это стандартный convertible note, то там действительно этот долг, его нужно вернуть. Это зависит, по-моему, если я не ошибаюсь, от формы собственности этой компании. Там бывает incorporated, а бывает LLC. Если это LLC, то тогда отвечает человек, физлицо. Потому что в LLC это компания, которая прозрачная, и все обязательства ложатся на ее создателя. Вот так. А когда incorporated, тогда эти люди ни при чем, а виновата только компания. Поэтому зависит от компании. Вот так. Это так я знаю американский закон. Но мы это делаем, сейчас это уже не делают. Y-комбинатор это не делает в виде долга, а делает так называемый этот SAFE, это S-A-F-E, 4 буквы большие. Это форма этого контракта, который подписывает Y-комбинатор уже последние несколько лет. И они, по-моему, чуть ли не последний год, ну такая недавно, они ее опубликовали в онлайне, эту форму своего договора, чтобы все фонды могли ее использовать. И мы ее оттуда взяли. Это вместо convertible notes они предлагают этот сейф, который упрощенный, который более понятный, 4 страницы занимает. Мы его немножко тоже под себя подредактировали. Вот его подписываем. Подписываем быстро, то есть человек пришел, мы послушали, интервью провели, потом по имейлу присылаем электронную эту, он ставит подпись и там ему отправляем деньги. Там, через 2 дня он их получает, пошла работа. Так у нас работает. Да. Не, нам не надо, чтобы он никуда приезжал. Мы пройдем просто по скайпу интервью, мы спрашиваем, где он. Я иногда даже вообще не спрашиваю, где человек находится, мне это не критично. Мне важно, где компания, на каком рынке она работает. То есть мы интервьюируем. В Киеве у нас было интервью, по-моему, 2 человека, 2 стартапа мы интервьюировали, ребята в Киеве. Так они даже не на американский рынок не ориентировались. Я рассказываю, они бы делали продукт для украинского рынка, и здесь у них клиенты, здесь у них инвесторы. И мы их проинтервьюировали. Ну, я им сказал, нет, там по определенным причинам. Но нам не принципиально, где человек находится вообще. Где бы он ни находился, и мы понимаем, что задача, где находится продукт, как он его продвигает, какие у него планы. То есть я стараюсь не обращать внимания на, вот, как я говорю, на физические координаты человека, на его, кто он, на то, в смысле, там, так сказать, его, нравится он мне или не нравится. Я, конечно, смотрю на его биографию, смотрю на его профайл, смотрю на то, чем он занимался раньше. Эти вопросы, они, объективны. На это я спрашиваю. Да, какой у вас, чем вы занимались, а где вы учились. Это уже понять ситуацию с бэкграундом человека. А его нахождение, его территориальное роли не играет. И приезжать ему в Америку для работы тоже, может быть, есть такие вот, допустим, Y-комбинатор, он говорит, вы можете быть за границей, вы можете послать нам свой application. Что такое Y-комбинатор, я думаю, знаете, да? Да. Ну, должны знать, по крайней мере. Если нет, то почитайте. Y-комбинатор это такой, номер 1 акселератор стартапов в Америке, из которого вышел Dropbox, Airbnb, Stripe, пожалуй, наверное, вот это их главные компании. Докер они, так сказать, мобильные, да. Только Uber только не из них. А так вроде они, и важные стартапы, которые были в Америке, это они их акселерируют. Они уже, наверное, лет 10 на рынке.
Так вот они говорят, вы можете к нам присылать application из любой страны мира, где бы вы ни были, и мы вас рассмотрим, но если мы вам даем деньги, то вы обязаны сесть в самолет, приехать сюда на 3 месяца, и 3 месяца будете у нас эти деньги тратить. То есть вы будете жить где-то здесь, в Калифорнии, будете ходить там куда-то в офис или работать где-то в Старбаксе, но вы будете 3 месяца здесь у нас в Америке, мы вам будем помогать, а помогать что? Поднять следующий день. То есть фактически эти акселераторы, так Y Combinator, или 500 стартапов, или там еще пару десятков в Америке, они фактически помогают, они дают деньги человеку, дают деньги стартапу, помогают стартапу дойти до следующих инвестиций как можно быстрее. Они учат делать питчи, учат находить инвестора, дают им инвесторов, знакомят с инвесторами. То есть все делается для того, чтобы этот стартап поднял следующий раунд инвестиций, тогда первая инвестиция приобретает какую-то ценность для того, кто ее сделал. Ну, мы этого не делаем, мы не тренируем, не помогаем людям, но говорим людям, что вы сами должны это делать. Вот первые ребята, которые к нам пришли, которым мы дали деньги, у них была даже стратегия такая. Он мне объяснил, что сейчас мне нужны еще деньги, потому что я сейчас в несколько этих акселераторов пытаюсь попасть. Ну, то есть получить там тоже деньги, он рассматривает как вариант. Поэтому он взял мои как бы такие деньги до pre-seed money, можно сказать. То есть мы такие на очень ранних стадиях, мы помогаем людям, когда они еще только ищут еще даже seed money. Ну, территориально нам не важно, где он находится. Хотя лучше я бы рекомендовал, если есть такой вопрос, то я бы рекомендовал, безусловно, если вы серьезно настроены делать какой-то стартап и серьезно к этому относитесь, то, конечно, вы должны быть не в Украине. Может, это противоречит тайтлу ивента, да, где мы находимся, но, на мой взгляд, делать стартап в Украине, находясь в Украине, нет, делать украинский стартап, наверное, да. Но нужно ли это я не знаю, в этом я не специалист. Но делать стартап для Америки, находясь в Украине, это утопия, на мой взгляд. Если есть реальное желание делать что-то, чтобы оно заработало в Америке, то берите вещи и да, без проблем, конечно. Так. Вопрос такой, можно ли, если я правильно понял, вопрос такой, если компания находится в Америке, а ее разработка, development там, и программисты находятся, например, в Украине, то это достаточно типичный случай. По-моему, так почти всегда происходит. Потому что здесь, во-первых, дешевле, во-вторых, здесь лучше. То есть, если говорить о качестве программирования, уровне программистов, то я сам как программист считаю и вижу, что уровень наших девелоперов здесь в Украине, он выше, чем у девелоперов в Америке. Как это ни парадоксально. Может быть, если брать каких-то супер высокооплачиваемых девелоперов в Америке, которые никакой стартап не потянет, тогда да, наверное, их уровень там, который работает в Гугле, то, наверное, их уровень наверняка выше, чем программистов, средний программист в Украине. Но если брать среднего программиста в Америке, среднего программиста в Украине, а лучше не так, хорошего в Украине и среднего в Америке, потому что по деньгам это примерно одинаково, то наши значительно лучше. Я бы рекомендовал так делать. Я бы не рекомендовал делать девелопмент в Америке однозначно. Но продакт менеджмент и развитие, и маркетинг, и отношения с инвесторами, и вообще понимание того, что мы делаем, понимание продукта, оно должно у вас появляться из американского рынка. Вы просто не придумаете Twitter, находясь в Украине. Ну, допустим, Twitter не был придуман, находясь в Украине. Потому что вы не знаете, что хотят американцы написать друг другу. Потому что нужно просто общаться с американцами, понимать, что они пишут друг другу, эти люди, которые, это совершенно другая культура, это другой, слово менталитет такой популярный, другой менталитет у этих людей. И не понимая его, можно 100 прекрасных стартапов создать отсюда, но что-то в них будет не то, чего не позволит им сделать этот выстрел, то есть они не станут популярными. Что мы не знаем. Я не специалист в продукт девелопменте, я не знаю, как сделать продукт, который популярен, чем отличает от продукта, который не популярен, но что-то в них есть, и поэтому, находясь здесь, просто этого не поймете, не почувствуете. Так я это понимаю и советую всем не задерживаться здесь долго, потому что вы можете сюда возвращаться, можете иметь здесь development офис, вы можете иметь здесь семью, можете здесь жить там какую-то часть в году, но вы должны там находиться, не полететь туда на 2 недели и там провести время в отеле, а именно там жить и находиться в американской среде. И рекомендую настоятельно общаться с американцами, а не с русскими иммигрантами. Это тоже типичная ошибка, люди прилетают в Калифорнию, там большое русское комьюнити очень, там огромное количество этих стартаперов и инвесторов русскоговорящих, люди прилетают туда, начинают с ними общаться. Ходить с ними на ланчи, дружить с ними, втягиваться в этот комьюнити, ходить с ними на обеды, на вечеринки их приезжать русскоговорящие. На мой взгляд, это категорически неправильно. Вы должны ходить, как это не трудно, но вы должны полностью себя там ограничивать, убирать русскоговорящее комьюнити от себя и общаться только с американцами. Тогда у вас есть шанс влиться и понять, чего хочет этот народ, вы же для него продаете. Ваш продукт будет для него.
А тусуясь там с русскими и общаясь с американцами только при заказе кофе в Starbucks, ну вы не поймете ту территорию. Просто потратите время и деньги. Поэтому я вижу, я там живу уже 5, нахожусь там 5 лет и вижу, как люди вот тратят свое время на... Им, конечно, комфортнее поговорить с русскими. Конечно, там есть даже конференции огромные для русскоговорящих, фаундеров, и у кого-то получается. И я не скажу, что все проваливаются. Есть успешные русскоговорящие проекты, вы про них знаете, про них пишут в новостях, но это единицы, это такой шанс, такая удача. Это нужно так много раз ставить на это на зеро, чтобы оно выпало. Очень много раз. Если вы хотите все-таки ставить поменьше раз, все-таки выигрывать почаще, чем раз в зеро, то надо все-таки быть в том рынке, в котором... Как здесь в Украине. Мы здесь живем, мы понимаем друг друга. Если бы здесь была нормальная экономика, у нас было бы здесь огромное количество успешных стартапов. Просто здесь экономика, мы все знаем какая, и экономика и политика. Именно поэтому у нас не получается. Но если бы здесь была экономика и политика, как в Америке, то мы бы все сразу понимали, что нам нужно, и делали бы стартапы, и они были бы успешны. Просто нас здесь блокирует среда, она не дает возможность это делать. Так, к сожалению. Да, давайте два вопроса. Ну, у нас еще время есть или нет? Сколько? Когда что еще раз? Умирает, да. На мой взгляд, я думаю, что так, судя по моему опыту, американцы быстрее закрывают все и спокойнее реагируют на эти неудачи, на мой взгляд. Наши ребята, те, кого я знаю, они как-то склонны больше тянуть дольше и воспринимают это более лично. Вообще американцы народ более холодный, более расчетливый и менее глубокий, и менее, так я вот на камеру это говорю, но мне кажется, это правда. Он более поверхностный народ, в принципе, люди в Америке. Более поверхностный, больше ориентирован на деньги и меньше ориентирован на личностные какие-то, на личные отношения, меньше придает значение отношению между людьми, а больше придает важности личным деньгам, личному обогащению. И поэтому для него сказать инвестору, что ваш миллион потерян и не звони сюда больше, это совершенно нормальная практика. То есть это в рамках бизнес-отношений. Ну, контракт же был, там же написано, что можно потерять. Ну вы потеряли, ну все. И я даже видел такие ситуации, когда они после этого остаются друзьями. Для нас это трудно представить, да? То есть человек дал миллион, те его за год потратили, а потом сказали, у нас не получилось, трудно остаться друзьями. А там я вижу повсеместно, что я их встречаю потом в кафе вместе, смотрю на это все. Как же мы? Да нормально, они что-то там обсуждают уже, даже ничего не делают вместе, просто остаются нормальными. То есть для них после, допустим, суда повстречаться и попить кофе, после того, как мы судились друг с другом, опять стать пить кофе, для них это нормально. Ну, я это вот вижу. И людей не напрягает такие личные конфликты, значительно меньше они в них вовлекаются, чем наши. Наши более глубокие, нас это травмирует, у нас душа болит за кого-то, а там душа не болит, по-моему. Очень все холодно, строго, очень все просто. Во-первых, потому что их учат этому с детства. У них же экономика, я вот разговаривал, там дети, например, у меня у знакомого ребенок, ему 12 лет, они в школе на уроке делали стартап. Кто-то был CTO, кто-то был CEO, кто-то был там бухгалтером, они какие-то деньги распределяли. В 5 классе. То есть для них это вот такая практика в школе происходит. Это мне рассказывал этот ребенок, и папа, и мы сидели, мне рассказывали, как это происходило. Он говорил, я был CTO, я там то делал, они там что-то продавали, какие-то публики. То есть вот, да, один класс продавал другому публики. То есть для них продавать, торговать публиками, организовывать бизнес, это с детства воспитывается. Для нас это все-таки пока, плюс еще советское наследие, для нас пока деньги это нечто такое. Ну, деньги воспринимаются как какое-то зло, а в стартапе деньги же не являются кровью этого дела. Поэтому кто быстрее закрывает, я у американцев вижу, как они закрывают. У меня есть знакомый, я его знаю там 3 года, он там, 4-й стартап уже делает. Каждый раз поднимает достаточно большие деньги. То есть он не на 20 тысяч долларов делает. Он там миллион взял, спустил, там миллион взял, спустил. Ну, продолжает давать. То есть и я это вижу, и он там на Фейсбуке, у него уже новый бренд, уже новое имя. Я смотрю на это все. Причем у него новые бренды, там наша команда из 18 человек, сейчас я понимаю, баш, 18 человек. То есть где-то же он взял эти там сотни тысяч, 18 человек в Америке, это не 10 тысяч долларов, это там больше 100 тысяч в месяц. То есть кто-то ему дал там эти на несколько месяцев или по 100 в месяц. Вот он в этой команде с 18 человек, там чего-то происходит, там фотографии, мы на природе, мы там, мы в фокусе. Потом раз нет больше этого. То есть понятно, что все кончилось, да. А кто тот человек, который давал эти деньги? Ну там публикуются какие-то инвесторы. И вот
продолжается. То есть, наверное, они, я так понимаю, спокойнее относятся к этому, чем к этим инвестициям. Наверное, и инвесторы тоже спокойнее относятся. Они понимают, что это бизнес, что это не конец света, мы дали миллион, да, у нас не получилось, мы дали еще. Поэтому, наверное, нам нужно тоже поучиться этому. Я, наверное, к этому веду, что мы должны быть более холодными, стараться быть. Вот, наверное, это то, что вы увидите в Америке. Попав в Америку, побыв там реально, пообщавшись с американцами, там, через полгода вы тоже начнете немножко быть холоднее и спокойнее относиться к деньгам, спокойнее о них говорить, спокойнее у кого-то их забирать, спокойнее кому-то их отдавать. То, что для нас не впитано в школе. А должно быть, наверное, если мы хотим делать успешный бизнес. Если мы хотим Достоевского читать, то, наверное, нам надо бы остаться здесь. А если мы хотим просто богатеть и делать стартапы, да, то, наверное, нам туда. Ну, в ту философию, в тот менталитет. Так мне кажется. Да. А ваше отношение, если среди фаундеров родственник, который инвестировал, и у него там 1 или 2% компании? Ну вот на ранних приходит вам. Если я инвестировал в стартап родственника, У нас в стартапе один из фаундеров, да, там родственник, просто как в роли инвестора. Его там 2%. А мы приходим уже к настоящему инвестору и говорим, ну вот этого человека 2%, он нам просто помогал. ну, ничего, нормально. Вполне. Ну так, это я же говорю, это не так прекрасно, как если бы это был сторонний человек, это был бы, допустим, я, которого вы как-то уговорили, показали ему что-то, я вам дал деньги. Если это родственник, то все понимают, что его особо долго вы не уговариваете. Скорее всего, он вам дал, потому что вас пожалел, ну, например, или потому что он вас любит. Поэтому тут это будет для следующего инвестора выглядеть не так. Тоже это хорошо, что кто-то вам дал деньги, то есть вы хоть кого-то вы уговорили. Хуже всего, если вы взяли свои. Работали, накопили деньги, потом все свои потратили, а теперь пришли за инвестициями. Это хуже всего сценарий. Если вы все-таки взяли у там тети или у дяди, то уже вы кого-то уговорили, уже кому-то какой-то бизнес-план хотя бы нарисовали. Какие-то у вас скиллзы есть в этом направлении, а вам кто-то уже поверил. А если это был вообще сторонний человек, третий, которого вы не знали, вы показываете, что вот я его встретил там на конференции, и рассказал, пропитчил, это лучше всего. Все, я думаю, нам нужно заканчивать. Спасибо большое. Читайте мой блог.